успехов в произвольной программе. Спасибо большое. Все-таки мы пойдем кататься. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в ледовой арене города Казань. Всероссийские соревнования Гран-при России «Идель 2025». Через несколько минут мы начнем соревнования среди женщин, которые исполнят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что курение запрещено во всех помещениях Дворца спорта. Также во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Елена Левковец, Екатеринбург. Судейская бригада. Судья номер 1 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 3 Марина Сучкова, Москва. Судья номер 4 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 6 Регина Трусова, Республика Татарстан, Казань. Судья номер 7 Ларита Лабунская, Москва. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Ольга Маркова, Москва. На лед приглашаются участницы первой разминки.
Беларуса Виктория Сафонова, Минск. Ульяна Третьякова, Республика Мордовия. Любовь Рубцова, Московская область. Людмила Фурсова, Санкт-Петербург. Виктория Федянина, Пермский край. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Разрешена 6-минутная разминка. Гран-при России по фигурному катанию на коньках в Казани. И настал второй день, когда спортсмены выполняют свои произвольные программы. Девушки на льду и уже готовятся к катанию первая группа, а мы, ваши верные комментаторы, Василий Соловьев и олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Анна Щербакова, приветствуем вас! Всем добрый день. Да, ты уже вкратце подметил, что сегодня второй соревновательный день, но, к сожалению, и заключительный. Но, с другой стороны, одна история заканчивается и дает возможность поговорить уже о следующей. А следующая — это очередная неделя чемпионской серии Гран-при, и соревнования переместятся в столицу, в Москву. Приветствую всех вас, дорогие любители фигурного катания. Очень рады будем вместе с вами наблюдать за тем, как развернутся сегодня произвольные программы наших замечательных девушек. А девушки уже на льду и представлены нашим зрителям в лучшем виде. Первой будет кататься Виктория Сафонова из Белоруссии. Она выступает на этих соревнованиях вне конкурса. Тренируется в Минске у олимпийского чемпиона Олега Васильева, которого вы также видели на экранах. А официальную часть соревнований откроет Ульяна Третьякова из Республики Мордовия. Она в Саранске катается под руководством Анастасии Григорьевой, 16 лет. Ульяне родилась она в Глазове, тот самый город, в котором на свет появилась Елизавета Туктамышева, которая здесь, во взрослом катании, сегодня дебютирует в качестве тренера в такой ответственный момент. Ну а на ваших экранах была тренер Анастасия Григорьева. Любовь Рубцова будет кататься за Московскую область, потому что она тренируется в Академии Ангелы Плющенко. Это тренеры Евгений Плющенко, олимпийский чемпион, Артем Значков, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. 16 Спасибо, что лет напомнил. Спортсменки, родилась она во Владивостоке. Вот тренер на ваших экранах. Работают очень слаженно, широко в группе Евгения Плющенко. Ну и вообще сегодня вот мы обсуждали с Олегом Васильевым размах. Например, в Белоруссии, на всю Белоруссию всего лишь 1000 спортсменов, которые занимаются фигурным катанием от мала до велика. А в школе Плющенко, ну в нескольких филиалах, 500. Представляете, какой это размах работы у ангелов Плющенко. Молодцы! На ваших экранах Людмила Фурсова, которая представляет Санкт-Петербург, где тренируется в группе Олега Татаурова в школе «Звездный лед». Олег Татауров здесь, на этих соревнованиях, работает, не покладая рук. У него несколько спортсменов, и он, конечно же, очень целеустремленный, очень грамотный тренер, который очень грамотно готовит своих спортсменов и привлекает еще и других специалистов. В общем, очень широко ведется эта работа и очень интересные результаты у него. Виктория Федянина из Перми, где она тренируется у Екатерины Патласовой и Алексея Гловацкого на льду школы «Орленок». Победительница всероссийских соревнований, 18 лет ей, и в произвольной программе она будет кататься под такие восточные мотивы. Вот ее тренеры на экране. Очень интересное катание. Ну, а девушка очень вдумчивая. Поступила в университет уже, учится на тренера. В общем, работа ведется. А последний будет кататься в этой группе участников Камила Нелюбова из Краснодарского края, где она тренируется у олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, а также Дарьи Гуреевой, которая выводит ее здесь сегодня на лед. На тренировках исполняет тройной аксель. Ну и ждем мы тройной аксель и здесь от этой 17-летней спортсменки.
Ну, вы знаете, если мы говорим уже о достижениях, о определенных результатах, о тренерском коллективе, сейчас прекрасно мы видим на экранах, что операторы, конечно, показывают еще тех людей, которые так или иначе являются вот этой неотъемлемой частью развития самого спортсмена, главного героя того или иного турнира. Но и продолжая тему как раз вот этого сотрудничества, хочется отметить, что мы находимся в Дворце спорта. Руководил этой школой здесь местный Безменов Евгений Андреевич. Между прочим, школой 30 лет руководил. А воспитанники этой школы и всем известный мистер Фадеев, также Женечка Тарасова, которая совсем недавно стала мамой. Также позавчера уже в юниорах выиграл представитель школы Ильяс Халиулин. Так что вот такая школа, которая на протяжении уже многих-многих лет кует действительно прекрасные кадры спортивные. Это замечательно, и мы по всей стране отмечаем вот такие вот центры и стараемся за ними внимательно следить, потому что все это очень увлеченные такие вот фанатики, как говорят в интервью сами спортсмены и тренеры. Результаты появляются только у тех людей, которые фанатично преданы своему виду спорта. Анечка, я вот хотел у тебя спросить, как вот вас как-то специально девушек-фигуристок учат так женственно исполнять прыжки, как как это делают наши претендентки на победу здесь, на этом турнире? Я думаю, что прелесть фигурного катания как раз заключается в сочетании вот этой невероятной сложности технических элементов и, особенно, конечно, в женском катании, вот этой красоты, исполнения самой программы, целостности образа. И мне кажется, когда ты с душой все делаешь и катаешь свои программы, то даже технические элементы становятся уже неотъемлемой частью вот этой вот красивой программы. Прекрасно сказано. И я желаю всем спортсменкам сегодня абсолютно женственного, но все-таки высокотехнологичного катания. И открывает это катание Виктория Сафонова. С белорусскими спортсменами, в том числе представляющими свою страну на Олимпийских играх, работают выдающиеся российские спортсмены, тренеры, сам олимпийский чемпион Олег Кимович Васильев. А великолепная спортсменка Виктория Сафонова катается вне конкурса под кубинскую песню о любви к родине. Ее «Виви, я буду жить». Toma forma de canción y así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Yo viviré y ahí estaré mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Ya no puedo recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volvernos a encontrar. Hoy a mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuerpo del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Виктория Сафонова на льду, будущая участница Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году. И Белоруссия там будет представлена Викторией. Ну и слава богу, я знаю, что мы все знаем, что эти как раз квоты белорусские спортсмены, фигуристы получили, да, и была квота на мужское одиночное катание, но федерация приняла решение, что мальчик не особо будет конкурентоспособен и в дальнейшем на олимпийской арене, поэтому представлять Республику Беларусь будет как раз Виктория Сафонова. Но она достойнейшим образом выступила как раз на этом отборочном турнире, была очень яркой, собственно, как и сейчас. Все было сделано. Олег Васильев, олимпийский чемпион, тренер и олимпийских чемпионов в том числе. Ну а Вика зажгла этот второй заключительный соревновательный день. И сейчас давайте посмотрим, как это было ярко сделано. Да, Вика уже второй день подряд очень высокую планку задает началу соревнований. Мы видим, что начала она свою программу с тройного Ридбергера. Это именно тот прыжок, который она на тренировках исполняет в 4 оборота. В женском одиночном катании, если я правильно помню, на международных соревнованиях еще никто не исполнял четверной Ридбергер. Так что Вика обладает очень серьезным контентом. С тройными прыжками она сегодня со всеми справилась. И мы видели те самые заветные зеленые квадратики. Все элементы загорелись зеленым. Но я думаю, что, конечно, пересмотры будут, потому что особенно во второй половине или в каскадах 3-3 было желание чуть-чуть вот приблизить, пересмотреть в замедленном повторе прыжки. Вот на каскаде Луцтулуп в частности. Но... Тем не менее, сегодня свой контент она выкатала, и это можно назвать чистым прокатом двух программ, и короткой, и произвольной программы. А как ты думаешь, почему четверной Ридбергер было, например, не попробовать на этих соревнованиях? Или сделали ставку на чистый прокат, чтобы просто держать себя в каком-то тонусе? Ну, если просто рассуждать со стороны, то, Да, конечно, со стороны, когда ты выступаешь вне конкурса, мне кажется, что можно идти рисковать и пробовать, но мы не знаем, как идет сейчас тренировочный процесс. Возможно, есть план, по которому они к середине сезона главным стартом я общался будут... с Олегом Васильевым. Так, Он и сказал, что же на думаешь? данный момент в планах нет. И такой ответ показывает мне то, что, в принципе, сейчас нет стабильного Ставка исполнения этого на прыжка. чистый прокат. Да, ставка на чистое. Для исполнения произвольной программы Фигуристка из Мордовии Ульяна Третьякова открывает официальные соревнования Гран-при России в Казани с ироничной композицией группы «Zwei Bad to the Bone» «Плохая до мозга костей». В короткой программе, к сожалению, спортсменке из Саранска не повезло. Она заняла последнюю строчку. Но пожелаем ей удачи в произвольной. When I walk the streets, kings and queens step aside, and every
Something's got a hold on me here. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've got a feeling. I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Make me feel alright. Make me feel alright. In the middle of the night. In the middle of the night. Been caught an angel and a devil since the dawn of time. Been called a sweetheart and the apple of your eye. Been called a vixen and a tramp and everything between. Been called all kinds of things, never what I see. But you can call me queen. 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 Ты можешь Молодец. звать меня королевой. Так поется в песне. Да, молодчина. Ну а пока что на данный момент лишь принцесса. Принцессы, да. Поставила эти программы для Ульяны Третьяковой Александра Панфилова. Кстати, Вася, по поводу твоего вопроса о том, как нарабатывается вот эта хореография, женственность и так далее, у наших прекрасных девушек, вот здесь Анечка достаточно сложный процесс тебя описывала, а на мой взгляд, это природное. Это вот от души, от сердца у каждой нашей красавицы, которая так или иначе уже вышла или будет еще выходить на этот лед, есть что-то свое, есть свой определенный шарм, который не может оставить без внимания никого из присутствующих. Но есть порой, знаете что, есть замок, который висит на этих дверях, и нужно подобрать этот ключик к этому замочку, чтобы действительно это все вот прямо порхало и вот это веяло вот этой свободой и красотой здесь. Ну и давайте не будем забывать, что мы все-таки находимся уже на взрослых этапах Гран-при. И те спортсменки, которых мы видим, которые сюда отбираются, это уже фигуристки, которые показывают очень высокий уровень, которые прошли долгие годы тренировок усердных. И поэтому, конечно, это очень и очень высокий уровень. И даже девчонки, которые сегодня открывают первую разминку, уже вот нам показывают очень достойное катание. И, в частности, Ульяна Третьякова очень хорошо начала свою программу. В первой половине справилась абсолютно со всеми прыжками. Во второй половине чуть-чуть, возможно, где-то не хватало качества исполнения элементов, причем как прыжковых, так и не прыжковых. Есть вопросы и к вращению, который исполнен на второй уровень, и недокрут на каскаде, тройной флип, олер, тройной сальхов. И, наверное, вот качество катания тоже хотелось бы, чтобы, как ты, Леш, говоришь, этот ключик подобрать и больше раскрываться, больше свободы в этом катании добавить. И тогда, мне кажется, что сразу на порядок выше будет оценено это выступление, когда не будет вот этих вот мелких шероховатостей. Ну, однозначно у Ульяны этот турнир идет в хороший плюс, в зачет, потому что вчера короткая программа, сегодня произвольная, но все элементы мы не видели резких колебаний в стабильности. Да, было где-то на зубах сделано, как мы зачастую говорим, когда вот прям спасаем элемент, но ведь они все сделаны. Да, не хватает как раз вот этой раскрепощенности и вот этого такого взгляда, казалось бы, сквозь пространство, но цепляя за каждый взор. Ульяна Третьякова Молодец. футбольную программу набирает 102,77 балла. Результат на ваших экранах, и по сумме двух программ более 150 баллов у спортсменки. Для нас отправная точка сегодня.
Для исполнения произвольной 16-летняя программы Любовь Рубцова на льду Любовь Казани. Она Рубцова. тренируется в Академии Ангелы Плющенко в Подмосковье. Прекрасная команда. Артем Значков, Дмитрий Михайлов и сам олимпийский Евгений. На лед спортсменку выводит Сергей Алексеев. Очень целеустремленная, волевая спортсменка. Дай ей бог здоровья. «Восстань, словно феникс» звучит песня в ее произвольной. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're troubled, where the time has passed. Giving from the mirror, no, that isn't me. Strange and getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of light, rise like a phoenix out of the ashes, seeking random vengeance, retribution. You were born once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light of light, rise like a phoenix out of the ashes, seeking random vengeance, retribution. You were born once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking random vengeance, retribution. You were born once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Как же мы любим приятные сюрпризы, когда спортсмен в своем протоколе прыжков указывает одни элементы, а прыгает другие, гораздо более эффектные. Да, но чего стоит спортсмену эти сюрпризы? Это, конечно, всегда
подвиг, боль, но ради этого стоит жить и ради этого стоит наслаждаться фигурным катанием. Конечно, фигурное катание – это не только чистая классика, чистый балет, но это еще и, конечно, помрачительные и сложнейшие элементы. Сейчас мы увидели попытку исполнить четверной сальхов, но сейчас мы ее увидим в повторе. Сергей Алексеев на ваших экранах, Любовь Рубцова. Такой тандем. А на мой взгляд, эта программа не о сегодняшнем дне, а о будущем, о том, куда стремится спортсменка. Ну а сейчас об элементах. Да, меня не так сильно это удивило, потому что я видела, как на разминке Люба разминала этот четверной сальхов. И скорее больше удивило, что я знаю, что она прекрасно владеет и тройным акселем, и уже не один раз демонстрировала это в своих прокатах. По 2 тройных акселя исполняла. Но здесь решили вот пойти на другую сложность, на четверной сальхов. На разминке он, конечно, выглядел поуверенней. Здесь попытка все-таки скорее не увенчалась успехом. Да, она не упала, но полоборота недокрут. Уверена, что намного лучше может исполнять этот прыжок Любы. Обратите внимание на ту ногу, Вот, приземляется и спортсменка. Люба говорит, нормальный Лутц Ридбергер. И правда, вот как раз Лутц Ридбергер можно назвать коронным прыжком этой спортсменки, что в короткой, что в произвольной программе. Исполнила она его во второй половине программы чисто, без каких-то сложностей. Алешка Кьюшка говорит сегодня, я очень внимательно продолжаю следить. Это прям мой конек на этот сезон. Ну все, я выбрал для себя жертву. Это небольшие недокруты на прыжках. И стоит отметить, что вот вчерашний день и сегодняшний день очень по-доброму проводит оценку того или иного приземления. Я говорю о работе судейской коллегии. Все равно внимательно рассматривали они прыжки Любы и во второй половине. Вот каскад, тройной лутц, комбинация с двойным акселем, двойным тулупом оценивают в недокрут. И тройной Ридбергер тоже в недокрут. А вот Лутц Ридбергер, на мой взгляд, Люба очень уверенно исполняла оба дня. И его не пересматривали, к нему не придирались, потому что вот с этим каскадом и вправде никаких вопросов не возникало. Ну, молодец, молодец. Решилась. Действительно, терять нечего. К сожалению, предпоследнее место после короткой программы. Но отработка элементов ведется. Она набирает 167 баллов по сумме программ и пока возглавляет список участниц. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Широко представлена на этом турнире группа питерского спортсмена Олега Татаурова. Людмила Фурсова отлично выступила в короткой программе. Помешали мелкие помарки. Ее музыка в произвольной – это крутая вариация болеро в исполнении российского фортепианного трио «Бель Суоно». По-нашему, хорошо звучит.
Красотка из Санкт-Петербурга Людмила Фурсова. Школа Олега Татаурова. Вместе с ней также работает Наталья Тушинская на льду питерской школы «Звездный лед». Ну, что касается программы, то, конечно, мы все прекрасно не только слышали, слушаем и будем слушать в будущем «Болеро». Это классика на века. И эта музыкальная композиция в правильной трактовке, да, она вот ритм нагнетения было, нагнетение, а в конечном итоге такой эмоциональный взрыв. Что касается выступления Людмилы, то оно было плюс-минус где-то вот на одной такой шкале. Чуть-чуть прибавляла к окончанию, но потом наоборот начала сбавлять, потому что, конечно, сил стало поменьше. Но очень прыгучая спортсменка, и вот мы видим, с какой легкостью этот тройной луз был исполнен в самом начале программы. А я не могу не отметить, как повзрослела Людмила с прошлого сезона, и программы ей явно уже хореографы подобрали, которые больше раскрывают как раз-таки то, как она повзрослела на льду, и то, как она готова по-новому преподносить эти образы. Больше какой-то вот стати появилось в ее катании, больше осознанности, и это не может не радовать. Если говорить про элементы, то, конечно, да, визуально это можно назвать чистым прокатом, и сегодня молодец, справилась, но если мы будем более подробно разбирать элементы, то мы увидим, что практически на каждом элементе, к сожалению, находятся какие-то шероховатости, неточности, и вот если у кого-то возникнут вопросы, почему, например, оценка, да, будет сейчас не очень высокая, На которую ваше мы удивление, увидим, да. Ожидали то, одно, а получается если другое. подробнее разобрать, то, к сожалению, ни один элемент не был исполнен на 4-й уровень, например, да, то есть мы видим, что все вращения и дорожки это либо 2-й, либо 3-й уровень, то есть нужно больше уделить внимание отработке этих элементов и, конечно, качеству исполнения прыжков, потому что даже те прыжки, которые она сделала, казалось бы, хорошо, из-за Здесь недокрутов. Алешка Кьюшка. Алешка Кьюшка здесь выскакивает почти на каждом элементе. 5 кьюшек к сожалению, у Людмилы. И даже одна позиция не засчитана в вращательном элементе. Но вот первый тройной луз. Добавлять в качестве исполнения элементов, конечно. Ну и плюс ты правильно подметила, ты увидела рост этой спортсменки. И все-таки «Болеро», опять же, возвращаясь, но для меня это мега крутая очень музыкальная композиция. Здесь нужна осмысленность, не просто набор каких-то поставленных рук, движений и так далее, и движения корпуса, но ты должен проходить, потому что одно, ну, как и в нашей жизни, все зависит от того, что находится вокруг нас. Мы зависимы. И здесь тоже не может спортсменка быть вне того, что играет в данный момент. Точнее и не скажешь, Алексей. И видим в том числе, что чуткий взор тренера, конечно, такой немножко напряженный. Он-то впереди еще Дики Джи выступать. Все видел, во-первых, и все знает, что там какие оценки сейчас могут Олег очень быть. толковый тренер. Не могу сказать, что он с колоссальным таким опытом, но в любом случае он умел очень многое, когда был сам любителем. Я с ним сам тренировался, вместе мы выступали. И сейчас, ну, посмотрите, и Дики Джи, и прекрасная Людмила Фурсова, они прекрасно понимают, в каком направлении дальше идти, развиваться. Сколько раз я с Олегом не общался, он говорит, да, мы стараемся делать упор именно уже на хореографию, чтобы побольше было абсолютно разных классов в разном направлении. Много интересной работы у Олега Татаурова. Людмила Фурсова занимает на данный момент 2-е место с отставанием в 2 балла от Любы Рубцовой. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается... 8-е место после короткой программы за вполне себе чистое катание у Виктории Федяниной из Перми. Сейчас зазвучит композиция под названием «Томление». Восточный фьюжн от Рауля Феррандо.
Виктория Федянина. Определенно есть у нее и свой стиль, и то, как она с удовольствием исполняет эту программу и искренне переживает то, что не получились некоторые элементы, но старается забыть об этом, моментально идти вперед, заводить публику своим красивым катанием в произвольной. Восток — это очень тонкое дело. И вы знаете, для меня лично, для человека, который наблюдал эти 2 дня и во время тренировочного процесса наших прекрасных девушек, и во время 6-минутных разминок, единственное, вот настолько тонко нужно чувствовать свой организм, что практически не сумев сделать каскад тройной луз, тройной тулуп во время 6 минут разминки и вообще других тренировок, и вчера, и сегодня она его выполняет. Вот, пожалуйста, на ваших экранах. Да, потом были срывы, недочеты, мы сейчас об этом поговорим. Но вот опять же, ни разу я такого исполнения не видел, но дважды подряд. Вчера, сегодня все хорошо сделано. Тоже соглашусь с тем, что очень правильно подобрали музыку для программы, и это как раз-таки программа позволила раскрыть, мне кажется, всю ту пластичность Виктории в ее исполнении, потому что мы видели и прекрасные спирали, в полный шпагат она ехала в ласточке, и как она руками различные элементы исполняла. Все это было очень красиво, но, конечно, если говорить про техническую часть, то мне сегодня показалось, что немножко физически она была не совсем готова к прокату произвольной. Силы как будто бы покидали ее во время проката, потому что видим мы какие-то такие глупые довольно ошибки. Вместо тройного флипа одинарный в первой половине, во второй половине двойной ридбергер лишь вместо тройного. И в целом есть какие-то неточности в исполнении каскадов, недокруты. Ну, в общем, так если посмотреть, да, конечно, вот тройной флип, попытка, вернее, его исполнить, но там была бабочка, как мы говорим, неясное ребро, неверный тройной ридбергер, двойной тулуп, кьюшечка на выезде после первого прыжка. Ну вот, собственно, в красной такой зоне остались 3 элемента, где были в основном недокруты и неправильное ребро. Ну а в другом достаточно положительные эффекты имел ее прокат. Но действительно, Впечатление вот, точно да, положительное. И появилось желание увидеть эту программу в чистом исполнении, потому что я уверена, что именно так она еще ярче засверкает. А поскольку спортсменка сама очень яркой является, но мне хочется вот прям, чтобы было побольше таких маленьких фишечек, загадок. Ну и плюс, если это восточная музыка. Уверена, что в чистом исполнении эта программа заиграет, и как раз все эти фишечки будут лучше просматриваться. На 0,3 она обгоняет Любу Рубцову, пока занимает 1-е место. Орленок гордится тобой, Виктория. Произвольную программу на Гран-при России в Казани сейчас исполнит Камилла Нелюбова. Ее тренеры Дарья Гуреева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Удивительной красоты музыка Хайко и Эдгара Акопяна будет звучать над льдом, когда Камилла первая сегодня будет исполнять тройной аксель. Тройной аксель, двойной тулуп. Tomorrow is all there is. No need to look behind the door. You won't be standing there no more. I had my chance to dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then lost to you, I guess I loved you. Less than I should. Now all there is me and me. I turn around
where I've left our destiny. Now, tomorrow's a mystery. I cannot live without a dream vanishing from reality. I wanna know, would you come back to me now that I finally realize you are my home, you are my life. I need you. I guess I loved you. Less than I should. Now there is this me and me. I turn around and all I see the past where I have left our destiny. Yes, I loved you. Less, less than I could. Another time, another round to mend both of our broken hearts. To tell you how much I can love you now. I guess I loved you. I guess I loved Удивительный голос Лары Фабиан так здорово аккомпанировал этому женственному и потрясающему катанию. И мы так ждали, что эта программа прозвучит вот так, чтобы порадовать тренера, как минимум. И так тренер расстроенная стоит возле бортика. И, конечно, понимает, что все эти прыжки, вот же они у нее, вот только что все были в красоте, в блеске. Ну, красота никуда не девалась, а по поводу эмоций, которые были ярко выражены на лице вот, педагога, они очевидны, потому что все есть. И сложный технический контент, но на мелочах теряются те баллы, которые с таким упорством были в том числе завоеваны и вот этим прекраснейшим тройным акселем в самом начале. Да, понимаю, что, конечно, обидно из-за ошибок, но меня в целом Камила в этом сезоне, в принципе, очень порадовала. Она прям выходит на какой-то новый уровень. И давайте сейчас посмотрим, как минимум, вот этот тройной Какой аксель. пролет. Шикарно сделала, как мы порадовались. И потом чуть-чуть она вот как-то корпусом себя назад закинула в акселе. И это в итоге отыгралось в двойном тулупе, который, конечно же, совершенно легкий прыжок, но инерция с акселя ее потянула назад. И легкий степ-аут буквально лишил огромного количества баллов Камилу. То есть теряет она в районе, я думаю, баллов 3. Просто на легкой ошибочке вот эти вот 3 балла. Это, конечно, очень и очень обидно, но мне кажется, вот такой потенциал она показывает в этом сезоне, что вот если справиться с этим всем, и вот эта вот неудача на Луце, на тройном степ-аут абсолютно ненужный, потому что последним прыжком идет и делает Но он этот был луц уже, да, чисто. вот ты абсолютно права. Вот казалось бы, да, чуть ранее, когда было чуть больше сил, нет Луца, сорванный, чуть позже есть. Причем там еще была такая ситуация, что прямо перед этим прыжком трибуны начали заводиться, ее поддерживать. Мне даже показалось, что, может быть, ее это как-то вместо того, чтобы воодушевить, дополнительно выбило из колеи, но это как-то совсем Я думаю, странно. что Камила уже профессионал настоящий Но, с своего другой дела, и стороны, что да. это, да, вот такие вот неточности просто, возможно, где-то концентрации не хватает, когда ты впервые идешь на элементы ультра-си, тройной аксель, четверные прыжки. Это порой занимает такое количество концентрации колоссальной до
что тебя может немножко не хватать. И могут вылезать эти неточности, но я уверена, что это все отработают, доработают, и Камила На данный будет- момент это вот явные лидеры с Дарьей Гуреевой, конечно, Камила Нелюбова. Все имеют продолжать и будут побеждать. Ну, у нее достаточно высокий результат, а был бы сильно выше, если бы не эти несколько помарок. 191 балл, она пока впереди. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Вероника Яметова, Москва. Мария Захарова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Дарья Садкова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Трибуны неистовствуют и воодушевлены, конечно же, появлением тех фигуристок, которые сейчас во второй группе участниц будут исполнять свои произвольные программы. Мы переходим на новый уровень, и та битва, которая сейчас произойдет на наших глазах, это будет что-то потрясающее, потому что, напомню вам, после короткой программы отрыв между первыми 4 позициями — это всего лишь 43 балла. Это фактически ничто. Более того, Софья Муравьева и Дина Хуснутдинова абсолютно идентичный результат показали. Только благодаря оценке за элементы впереди оказалась Дина. В фигурном катании ценятся, безусловно, компоненты, но вот когда это произвольной программе, оценка выставляется когда одинаковые в оценки. короткой программе, то там техника имеет значение. На льду Виктория Еметова, спортсменка из Свердловской области, у которой о Казани тоже самые приятные воспоминания. Здесь дважды она поднималась на вторую ступень пьедестала. В Гран-при победительница финала Кубка России 22 года, а это ее тренер Сергей Давыдов, некогда выступавший спортсмен за Белоруссию, ученик Елены Анатольевны Чайковской, сейчас на тренерском мостике, и его результаты как тренера, конечно, тоже поражают. Но мы говорили о том, что у каждой есть своя какая-то изюминка, но Вероника Еметова — это правда. Это какая-то такой сгусток бесконечной энергии, как такое солнышко, которое нас обогревает, но еще дает и питает дополнительной энергией. Движемся дальше. Мария Захарова — это воплощение женственности. Это та фигуристка, которой на предыдущем этапе серии Гран-при Алексей Ягудин на комментаторской позиции аплодировал стоя. Дебютирует она в нынешнем сезоне на взрослых соревнованиях. Тренирует ее на ваших экранах Анна Царева, ее трепетная мама, а также в группе школы имени Жука работают, конечно, прославленные Елена Буянова и Ирина Тагаева. Это очень сильная школа, это очень мощная работа, которая ведется на этом льду. Анна Фролова на ваших экранах. 20 лет этой спортсменки. В прошлом сезоне побеждала на этапах Гран-при в Магнитогорске, в Красноярске. Бронзовый призер прыжкового чемпионата, финала Гран-при. Ну и в этом году она уже стартовала с серебряной медалью в Магнитогорске и все равно была в слезах, как вы помните, потому что катание в произвольной программе ее совсем не удовлетворило, и она хотела бы сражаться за первое место. Нет, ну не то, что не удовлетворило, но очень тяжело. И со слов самой Ани, что, конечно, было достаточно тяжело проходил тот турнир. Из последних сил она уже докатывала свою произвольную программу. Но здесь вот вчера выглядела достаточно яркой. И я знаю, бы что... сказал, бодро. Бодро, да. Ну, может быть, дополнительные силы придает ей мама. Кстати, вчера в поисковике искал, там выдали Наталья. На самом деле зовут Любовь. И пускай вот эта любовь между мамой и дочкой поможет ей в том, чтобы сегодня все заиграло прям и кристально чисто.
На ваших экранах список элементов Дарьи Садковой, ученицы Этери Тутберидзе, родом из Йошкар-Олы. 17-летняя фигуристка уже 3-й сезон на взрослом уровне проводит. Здесь ее сопровождает Даниил Глихенгаус, один из ее тренеров и постановщик программ. Также с ней работает, конечно же, Сергей Дадаков, серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 25 года. Софья Муравьева, которая вчера предстала в совершенно новом для нас образе, в совершенно новым катанием. 19 лет этой спортсменки из Санкт-Петербурга. Именно в Казани в 23-м году она выиграла свою первую медаль на взрослом уровне, и поэтому на этот лед возвращается, конечно же, с такой благодарностью. Как уже было сказано, из Москвы в Санкт-Петербург переместилась она, чтобы тренироваться вот с этой потрясающей группой специалистов. Алексей Николаевич Мишин, Егор Челушкин и Лиза Туктамышева, Елизавета Туктамышева, чемпионка мира, которая вот уже какое-то время занимается тренерской работой. И, как она сегодня сама сказала в интервью Алине Загитовой, впервые на таком серьезном взрослом уровне и очень волнуется, очень с таким вниманием подходит к этой работе, а не просто так. Это для нее серьезное дело. И Дина Хуснутдинова. Да, я просто хочу еще немножко добавить по поводу Елизаветы Туктамышевой. Вчера так вскользь пообщались немного, и она мне показалась, что она настолько была сконцентрирована, и ты понимаешь, насколько именно большой спорт, не шоу, не гастроли, именно большой спорт и соревнования в том числе могут тебя поменять. Я говорю, что с тобой происходит? Она говорит, так, потом я сконцентрирован на своих спортсменах. Да, ну и, конечно, местная звездочка, если так можно сказать, но корни абсолютно и внутренний чемпионский дух у этой спортсменки присутствует. И сейчас великолепно исполненный ею тройной аксель. Конечно, речь идет о Дине Хуснутдиновой. Дина Хуснутдинова, чемпионка Татарстана, переместилась в группу Этери Тутберидзе. И тоже вы видели, Даниил Глихенгаус ее здесь сопровождает на этих соревнованиях. Ну, не знаю, меня Дина абсолютно поражает своим пушистым таким катанием, невесомым. Для меня это просто какой фетиш. Уже после вчерашней короткой программы я ушел под впечатлением. Ой, я скажу, что у меня дыхание перехватывает. Дина сделала около 5 тройных акселей чистых. Даша Садкова сделала как минимум 4 чистых четверных тулупа. Девчонки просто невероятно провели эту 6-минутную разминку. Хочу пожелать всем такой же удачи, такой же уверенности в своих прокатах. Для исполнения произвольной программы на лед Вероника приглашается Еметова Вероника дважды становилась Еметова. призером Москва. Гран-при в Казани. Счастливый лед! Но после короткой фигуристка, ученица Сергея Давыдова, лишь 6-я. Просочиться в число лидеров она попробует с глубокомысленной программой, посвященной матери и земле.
А я говорил, что это такой сгусток энергии, и сегодня вновь она это продемонстрировала в совокупе с теми элементами, которые продемонстрировала. На первый взгляд, чисто исполненный прыжковый контент, но мы увидели много, собственно, таких недокрутиков. Юшек, посмотрим, как судьи будут разбирать досконально как раз этот самый прокат. Но единственный у нас вопрос такой возник, Саня, а где вот эта фишечка? Вот это как слайд такой, не гидрослайд, кстати, это новое, что я познал в мире фигурного катания, элемент под названием гидрослайд. А вот здесь был такой слайд имени Вероники Еметовой. Вот где он? Да, очень его сегодня не хватало. Мне кажется, это такая фишка Вероники, которая она многим полюбилась и запомнилась. И, конечно, мы все равно ждем это в каждой программе, и невозможно насмотреться достаточно на этот элемент. Хочется всегда его видеть в исполнении Вероники, но, видимо, Может быть, сейчас с возрастом, посчитали, да. я знаю, о чем говорю, с возрастом становится немножко тяжелее, так прям Ну, в проезжать на таком... короткой что-то похожее она исполняла, но более короткое. Но давайте все-таки перейдем к технической части. Первый каскад, тройной тройной тулуп. Да, Сразу скажу, всё, что согласен. визуально все она выполнила чисто, но, на наш взгляд, вот даже не обращаясь к технической бригаде, все три каскада были выполнены сомнительно именно по докруту. Сольные прыжки Вероника очень уверенно исполнила. Докручено мы видим, что приземление четкое, на ход назад. А вот именно в каскадах, как будто все три каскада, чуть-чуть вот эта запятая на выезде присутствовала. Давайте сейчас еще посмотрим. Вот, Тренлуц, это каскад, и снова мы видим нечеткое Здесь... приземление с первого прыжка. Давайте посмотрим. Да, техническая бригада тоже отмечает это. На двух тройных луцах ставят недокрут. Но справилась в любом случае с, я думаю, в данной ситуации это лишь нервы, потому что мы знаем Веронику как достаточно опытную спортсменку, очень яркую, ну правда, вот вспоминать тот или иной турнир, и одна из первых спортсменок, которые будут всплывать, конечно, Вероника за ее определенный, ни на кого похожий стиль. У нее есть что-то свое. И вот видите, вот яркие эмоции, подтверждение того, что тяжело, правда, тяжело. Но при дается. этом присущая Веронике вот эта энергия присутствовала даже в самом конце программы, когда она исполняла дорожку хорео. Эта энергия прям чувствовалась. 27,95 балла. На 2 балла опережает Вероника Камилу Нелюбову и сейчас возглавляет список участниц после произвольной программы. Занимает первое место. Для исполнения произвольной программы на лёд Совершенно приглашается замечательная Мария произвольная Захарова. программа у Марии Захаровой под музыку из «Мулен Руж». В ней есть и драма, и шик, и трогательная женственность. Дебютантка взрослых соревнований. Мария выглядит в ней такой искушенной. Она отличная актриса. Программа поставлена танцовщицей Ольгой Орловой с большим чувством и знанием дела. Начнет Захарова с четверного тулупа. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met Marmalade down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, da, 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 da. Gitchy, yeah, yeah, here, ooh, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Gitchy, yeah, yeah, da, 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 da. Gitchy, yeah, yeah, here, mocha chocolate, yeah. Cream lady I believe you were expecting me. One day I'll fly away. Leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life
Not pay the rental on your humble flats. Or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old. And we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. 'Cause that's when those louses go back to their spouses. Diamonds are rock. Супер, но это четкая пятерка, причем пятерка с плюсом. Почему при срывах двух четверных тулупов, я вам скажу буквально через несколько секунд. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Собственно, про это же движение вперед я и намекал вам в самом начале, после того, как прекрасная Мария закончила прокат произвольной программы. Все есть, все тройные есть, хореография есть, дорожки шагов есть, вращение есть. Поцелуй в сторону нашей комментаторской позиции тоже был, как и на ее первом этапе Гран-при. И вот когда вот манит спортсменка вот свое творчество, это тоже было. Почему я оцениваю этот прокат на пятерку с плюсом? Потому что, оценив свои возможности на том или ином турнире, спортсменка вместе со своей мамой понимают, что это тренировка на будущее. Здесь не нужно корректировать простой контент из тройных. Здесь весь упор на то, чтобы комфортно себя чувствовать и наработать этот четверной тулуп на будущее соревнование. Согласна. У меня тоже только самые положительные впечатления от выступлений Марии на этом этапе. Мне кажется, она вот продемонстрировала какую-то свою индивидуальность, самобытность. И для меня это определенно будет одна из тех спортсменок, за которой мне очень интересно следить на всех турнирах. И хочется пожелать ей как можно больше чистых прокатов. И чтобы смогла она справиться со своими программами, выкатать их. Потому что сегодня, да, пошла она на 2 четверных прыжка. И, безусловно, это очень важная отработка на будущее. И мы надеемся, что в этом сезоне у нее будут прокаты, когда все это удастся, но сегодня она, конечно, на этих прыжках больше потеряла, чем заработала. Вот такие суровые правила в фигурном катании, что если ты идешь на четверной прыжок, его, конечно, нужно выполнять чисто, а если ты идешь на 2, ошибаешься на 2, еще и без каскада, остается второй прыжок, то вот, например, за второй четверной тулуп, который по базе стоит 9,5 баллов, она получает лишь 4 балла. Вы представляете, как много потерь? Поэтому, к нашему сожалению, баллы будут сегодня не такие высокие. Место итоговое будет, наверное, не то, которое хотелось бы. Но это определенно идет вот такой задел на будущее. И хочется, чтобы он в итоге сработал. Ну, как и в любом казино, да, надо правильно вот поставить свою, сделать свой выбор, можно сказать, здесь. Вот как ты говоришь про базу, можно идти, рисковать и смотреть, что на исходе а можно просто спокойненько пойти на тройной, ну, условно, Она и могла бы получить больше сегодня с пойти плюсами. на тройные, да, на набор с тройными, получила, я думаю, больше бы баллов, но на будущее, конечно, важнее Ну, отработать вот этот тандем, четверные. правда, мне очень симпатичен, и мы видим, ради чего и куда идут спортсмены и вместе с своим тренером. Составляет 199. Первое место у нее по произвольной программе. И впереди на 6 баллов, опережая Веронику Еметову, Мария Захарова пока лидирует. А впереди выступление еще 4 спортсменок. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Призер турниров и финала Гран-при Анна Фролова после короткой программы на 4-м месте, но от лидера ее отделяет лишь полбалла. Ее программа называется «Miracle», но не чудеса ей нужны в ее произвольной, а спокойное, чистое катание, которое само по себе и является чудом на льду.
Анна Фролова кричал ей от бортика. Ее тренер чуть ли не на весь зал: работаем! Подталкивал спортсменку вперед. Изо всех Ну, сил в этой видно. прекрасной программе было ей очень непросто. Но как она сражалась за то, чтобы доделать ее до конца. Видно, тяжело. Мы, собственно, уже говорили, кстати, да, об этой усталости, о том, что, ну, крайне сложно доехать именно произвольную программу. В короткой все настолько выверено, утонченно. Это прекрасные песни, музыкальные сопровождения. Как же она растворяется в своей короткой программе. Здесь тоже, это тоже история. Тоже проникновенный взгляд, это все утонченно, выверено, но вот, к сожалению, пока физически... Вот как трибуны ее поддерживают. Не хватает физики, не хватает. Но здесь в совокупе с тем, что я об этом говорил вчера, новые коньки не дают, конечно, вот той дополнительной свободы, которая и дала бы возможность и побольше набрать скорость, и чувствовать себя более комфортно. Так тепло трибуны сейчас поддерживают Аню, и тоже хочется со своей стороны все слова поддержки ей выразить, потому что мне кажется, что Аня сейчас, когда выходит на лед, мы все не привыкли видеть вообще никаких ошибок от Ани. Она сама себе за такое количество сезонов с чистыми прокатами такую высокую планку задала, и сейчас очень старается ей соответствовать, несмотря на все трудности в тренировочном процессе, в подготовительном процессе, да, и травмы какие-то, и коньки новые. И мы понимаем, что сейчас ей, конечно, намного тяжелее соответствовать своей же планке с чистыми прокатами, но мы прям видели в этом прокате, насколько она вложила все свои силы, мне кажется, все 100%, которые у нее сегодня были, в то, чтобы показать вот максимум того, на что она сегодня способна. Хочется лишь пожелать, чтобы все трудности остались позади, и чтобы ее максимум к каждому старту все рос и рос. Просто засомневалась, прям ехала. Засомневалась Да. на флип. Мы знаем, как вот Я из каких только положений немножко не делала. постоянные мысли вот это, об этом флипе. Она периодически на тренировке это показывает, но он есть. Анечка, ты как VIP-персона любого турнира. Это отдельная страница. Терпи. 202 За 200 баллов в сумме получает она за свои программы и сохраняет свою позицию. Но хватит ли этого для того, чтобы оказаться на пьедестале? Приглашается Дарья Садкова. Совсем молодая, но уже такая опытная фигуристка Дарья Садкова стала третьей в короткой программе. Танцевальной, яркой, увлекательной. И сейчас она заявляет в своей произвольной 2 четверных тулупа, включая каскад. Она катается под песню Warriors, где есть такие слова: «Ты знал, что станешь тем, кто работает, пока остальные играют». У Тутберидзе работают все. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would quiet they all play. You lay awake at night and scheme of all the things that
Такая драматичная борьба четверных тулупов у нас вдруг выискалась в этих программах. Не думали, что два четверных будут неудачно завершены в катании. После 5 или скольки попыток успешных Множество, во время которые мы 6-минутной видели разминки. только что на наших глазах. Но это прям удивление сейчас. Настолько стабильно, на мой взгляд, эта спортсменка всегда выступала, чего мы в будущем, конечно, ей и желаем. Но вот это начало немножко поразило меня. И, конечно, я сейчас прильнул к Ане Щербаковой с вопросами: а как вот ты? Стоит ли совершать вот эти 6 попыток, 5 попыток успешных элементов ультра-си? Да я еще на разминке хотел спросить, куда Сколько можно, столько? да. Ну вот. Я не буду скрывать, я, конечно, сейчас тоже расстроена. Никаких нервов не хватает переживать за прокаты Даши Садковой. Очень я за нее болею, переживаю. И, конечно, желаю ей всего самого... Всего самого-самого лучшего и чистых прокатов. На 6-минутной разминке действительно сделала она распять этот четверной без единой помарочки. И так уверенно она выглядела. Я видела, что и Даниил Маркович Глихенгаус очень одобрительно так кивал на ее разминку. Да, я вот никогда, конечно, не видела смысл так много делать четверных прыжков, но все индивидуально. Ну вот как будто Даша прям вот что пыталась здесь сегодня. не так? Ну, ведь высота найти была себе... докрученной. Почему вот первый вот так вышел, Ань? Даша, к сожалению, больше проблем не технических, а мне кажется, именно по настрою на прокат. Но вот она прямо Здесь идет в очевидно. прыжок не так, как на разминке. На разминке с такой уверенностью она в него идет, а здесь сразу сама себе в голове придумывает какие-то сложности, с которыми она столкнется, и почему же прыжок может не получиться. Ну, в общем... Банк пошла просто. Не знаю. Причем, вы понимаете, в таком достаточно тонком и умном виде спорта, вот первый прыжок, который не получился, а он, я говорю, он пролетный, высокий, все хорошо было, но вот чуть корпус повела назад, и случился этот степ-аут, он такой в грубой форме, когда ты еще и касаешься. Мне кажется, после такой разминки мы просто можем с уверенностью сказать, что все в Дашиных руках, ногах и голове, что она все может сделать. Просто нужно собрать это все воедино, подобрать себе правильный настрой и уже выходить на соревнования без каких-то лишних мыслей и просто идти и делать так, как она умеет, так, как она может. А мы все за нее болеем и переживаем. Набирает 134,67. Но по сумме баллов Дарья Садкова оказывается впереди своих соперниц. И такое красивое катание Анны Фроловой все-таки не позволило ей обогнать Дарью в этой сумасшедшей гонке. Садкова лидирует. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается... Новая ученица Алексея Мишина на льду. От приезда в Санкт-Петербург Софья будто встрепенулась. Новые программы, новая выразительность, новые горизонты. Произвольную ей ставил лучший хореограф прошлого года по версии Международного союза конькобежцев Бенуа Ришо.
Продолжается драма на льду на казанском этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Софья Муравьева завершила свою произвольную программу, и мы все замерли. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ну, первое, о чем хочется сказать, это, конечно, насколько проникновенное, пронзительное катание у Софьи, насколько она по-разному, но при этом так точно раскрывается и в короткой, и в произвольной программе. Это, конечно, вот что-то, чего у нее точно не отнять при любых прокатах. Очень сложно сейчас разобрать, что говорит профессор Алексей Николаевич Мишин, но явно тихо дельные, говорит. Тихо, но явно дельные вещи, потому что это действительно Алексей Николаевич Мишин, не только профессор в Институте Лесгов, но еще и просто гуру фигурного катания. Удивительно насыщенная программа, вот вздохнуть негде, все какая-то вязь, все время вперед, в хореографии, в движениях. Соня сегодня вправду в каком-то прям потоке находилась от и до, вообще не выключалась из своей программы ни на секунду. Но давайте расскажем вот зрителям, кто не знает, что в этот момент все равно расчеты в голове производились, потому что должна была начаться стартового каскада тройной луц, тройной тулуп, но чуть-чуть на луце почувствовала, что не самый удобный для нее выезд, и она заменила этот каскад на комбинацию с двойным акселем и двойным тулупом. Эта комбинация должна была быть во второй половине программы, и в первой половине это оказалось верным решением. Но, как мы видим вот сейчас, тройной луц, тройной тулуп пришлось-то перенести во вторую половину. Да, и сил ей уже не хватило во второй половине, чтобы чисто исполнить каскад. Мне надо накатывать через какое-то время. Да не накатывать. Ты там очень хорошо накатывал, очень хорошо. Мне надо... Но идет разбор того, что происходило, и, конечно, Да, мы речь с идет интересом слушаем. конечно, каскад с тройным тулупом проще выполнять первым элементом. из разных положений. Я вообще не сама. Что там включить? Только сама. Ай. Я, кстати, видел тоже, как и у Анны Фроловой здесь мама на трибунах присутствует. Вчера видел ее после короткой программы. Сегодня уверен, что она здесь. Но дальше только вкатывать и чувствовать себя легче. Общий результат за две программы. Шестое место по произвольной программе. И Софья Муравьева оказывается на четвертой позиции по сумме двух программ, проиграв 10 баллов Дарьи Садковой. Завершает выступление в произвольной программе Дина Легкое, Кузмутдинова. невесомое катание, уникальные вращения, тройной аксель.
Все это юная, изящная, но такая опасная Дина Хуснутдинова. Землячка взрывает трибуны в Казани одним своим появлением, а ее программа «Эпоха героев» никого не оставит равнодушным. Группа Тутберидзе, Дудакова, Глихенгауза и Пахилюка трудилась над этим произведением искусства. Тройной аксель. И еще один тройной аксель.
все вы слышите сами. Я думаю, даже через экраны, через мониторы вы чувствуете эту энергетику, шум, гам, который царит здесь, но в хорошем смысле этого слова. Это просто не взять, не прибавить, не убавить. Это чемпионское катание. Браво, браво, Дина. И сейчас просто нужно видеть, что происходит на арене, как все кричат: Дине молодец. И просто нет ни одного человека, который бы не аплодировал на этой арене. Спасибо Дине, что она подарила нам эти эмоции, этот прокат, и что вот так объединила весь зал и всю казанскую публику. Настоящий праздник в Казани. Хвалит тренер свою спортсменку. Везет все-таки, да, Татарстану на этой неделе на успешные выступления своих самых родных фигуристов. И зрители тоже могут чувствовать свою причастность, потому что именно их спортсмены здесь показывают такие колоссальные результаты и так прекрасно выступают. Так что поддержка родных стен и родных зрителей определенно чувствуется. Даже не знаю, можно ли здесь разбирать по деталям этот прокат, потому что, ну, тяжело у девчонок на самом деле сегодня шла произвольная программа, и чистого катания мы сегодня не видели. И вот настоящее чемпионское катание. Когда все сделано, и даже не нужно на детали разбирать. Когда все 4-го уровня, когда все прыжки докручены, когда нет ни одной ошибочки, когда это сложнейшие два тройных... Даниил сейчас как-то так качественно говорил: не согласен, что-то значит. Ну и 2 тройных акселя она сделала, и все каскады сделала. И даже если где-то, может быть, была какая-то внутренняя сложность, о которой знает только она и тренер, она этого не показала ни насколько. И сегодня браво, просто браво. Огромная умничка Дина. Дина технически абсолютно укатала всех своих соперниц, но вот если обратить внимание на оценки за компоненты, то у Фроловой и у Муравьевой они, конечно, выше, но возраст Диночка скоро вырастет. И все еще впереди. Будет расти. Обратим внимание, что тренеры такую серьезную программу ей поставили, так сказать, на вырост. И она, конечно же, будет подтягиваться по ходу сезона. А сейчас мы поздравляем ее с абсолютной победой на этапе Гран-при России в Казани. Дина Хуснутдинова. Преимущество 11 баллов над ближайшей соперницей. Дарья Садкова на 2-й позиции, и Анна Фролова берет на этом этапе Гран-при бронзу. Драматично, красиво и невероятно увлекательно. Но самое главное, мы сегодня получили те эмоции, ради которых мы приходим сюда, комментируем фигурное катание. И эти эмоции, эта энергия от наших спортсменов еще, как и прекрасное послевкусие, останется на длительное время. Спасибо вам. С восторгами и расспросами Евгения Медведева и Максим Троньков уже поймали чемпионку в Кисенкрай. Мы рады приветствовать вас, дорогие наши телезрители. У нас разыгран первый комплект медалей в женском одиночном катании. Победила на своем домашнем льду Дина Хуснутдинова. Это первая для нее медаль такого масштаба на Гран-при России. Дина, 2-й этап для нее, но уже 2 медали, и это золото. Что для тебя значит? Очень рада, что смогла прокатать 2 программы чисто, собраться. Было, конечно, волнительно выходить последний на лед, особенно. Был какой-то груз ответственности, но я рада, что смогла справиться, и очень рада, конечно же, золотой медали. Ты каталась у себя дома и сегодня, и вчера. Насколько вообще помогали тебе вот ребятушки, которые тебя ждут уже с автографами, с подарочками? Вот насколько тебе это действительно помогало или все-таки большая ответственность была? Мне, конечно же, это помогало, но, с другой стороны, была ответственность, потому что я хотела как бы создать хорошее настроение для всех, чтобы они порадовались за меня, я порадовалась, и мы потом пошли вместе общаться, разговаривать с друзьями, болельщиками, вот. Хочу тебя спросить о том, что спортсмены из Татарстана, пусть даже за другие города, которые выступают, их очень много. И сюда приехал, и в парном катании сразу, по-моему, 3 девочки из Татарстана выступают. Ты, опять же, это говорит о том, что так сильно любят фигурное катание в Татарстане. И вообще, что для этого в этой республике делается, для того, что спортсмены так здорово прогрессируют и выступают на таком высоком уровне? Я думаю, что
у нас достаточно сильная республика, потому что тут много очень хороших спортсменов, также переходит, как вы говорили, в парное катание. Я также очень рада, что они представляют Республику Татарстан. Мы вместе защищаем честь нашей республики и боремся за медали. А кто, может быть, твоим примером для подражания был вот из республики, кто дошел до самого высокого уровня, может быть, до чемпионатов мира, чемпионатов Европы, Олимпийских игр? Вот, за кем ты особенно следила и болела, переживала? Я очень следила за Алиной Загитовой, потому что она мой кумир. Я очень рада, что она также имеет частичку Казани, имеет сюда отношение. Я очень рада, что такая звезда, как она, также представляла нашу республику и все такое. Получается, она же также начинала в городе Альметьевск. Из Альметьевска вот приехали тоже много девочек. Они также, мне кажется, Алина для них также является примером для подражания. Ну, придется повторять успехи Алины Загитовой, вариантов уже совершенно нет. Но я все-таки хочу тебя чуть-чуть порасспрашивать про твою произвольную программу. 2 тройных акселя, один из них в каскаде. Но, наверное, речь хочется завести даже не совсем о ультраси, а о прыжках, которые шли после. У нас с Максимом сложилось впечатление, что у тебя было несколько прыжков, на которых, в принципе, можно было бы совершить ошибку, если сильно постараться. Но ты этого не допустила. Или все-таки нам показалось? Нет, вам не показалось. Достаточно для меня тяжелый прыжок — это тройной сальхов. Вроде он легкий, но для меня не совсем. Я все равно как-то, наверное, даже на него больше напрягаюсь, чем на тройной аксель, потому что, ну не знаю, как-то так получается, что он тяжело мне дается. Но я буду работать над тем, чтобы довести его также до автоматизма и уже не переживать за счет него. Вот. А так, когда за остальные прыжки, в принципе, было нормально. Я тоже испугалась чуть-чуть после второго лутса, когда чуть-чуть присела. Вот. А так, вроде, все остальное достаточно хорошо было. Когда Даниил Маркович наблюдал за твоим прокатом, не всегда было довольно его лицо. Что он сказал после проката? Может быть, на какие-то ошибки указал или, наоборот, похвалил, поздравил тебя с победой? Потому что, наверное, уже всем было все ясно, как только ты встала в последнюю позу. Я думаю, что он, в принципе, тоже доволен. Это было намного лучше, чем в Магнитогорске. В Магнитогорске у меня были недокруты на тройных прыжках. Как раз-таки на тройном сальхове и ЛЦ. Вроде я исправила эти ошибки. Он сказал, что за первый аксель он очень сильно переживал, потому что я вылетела не так ровно, и там было достаточно тяжело приземлиться, но я за счет того, что много напрыгивала его, смогла спасти прыжок. В конце этого года тебя ждет твой первый чемпионат России. Волнуешься ли и чем ты нас собираешься удивлять? Может быть, еще какой-нибудь ультраси мы можем от тебя ждать? Я планирую вставлять в свою программу четверной тулуп. Буду накатывать, работать к чемпионату России над ним, чтобы уже в произвольной программе показывать 3 элемента ультраси. Вот. А короткую программу просто буду накатывать, так как у меня там стоит почти самый сложный контент, который может быть. У меня каскад лутс-тулуп, но можно было бы делать каскад лутс-стритбургер, но так как лутс-тулуп более стабильный, и, наверное, лучше сделать его чисто, чем рисковать лутс-стритбургером. Вот. А на этапе Гран-при в Москве ты придешь? Можно будет тебя увидеть на трибунах? Может быть, кто-то захочет взять твой автограф? Не знаю, еще не думала об этом. Возможно, буду, если тренировки будут совпадать так, то что у нас выходной или какой-нибудь в промежутках, может, между тренировками, возможно, буду. Ну что ж, мы не будем надолго задерживать нашу замечательную победительницу Дина Хаснутдинова. Запоминайте, это не то что восходящая, а уже, можно сказать, сосложившаяся звезда женского одиночного катания. Ее очень ждут здесь болельщики, вы не представляете, что здесь происходит. Мне кажется, пол Казани собралось, чтобы сфотографироваться и взять автограф у Дины Хаснутдиновой. Вот, а мы совсем скоро увидим здесь в студии Михаила Калиду, с которым разберем женское одиночное катание. Дин, спасибо. Итак, у нас в студии уже Михаил Калида появляется и рассказывает нам, что его впечатлило в произвольной программе «Женщина-одиночница». Привет, Миш. Да, привет, ребята. Здравствуйте, дорогие зрители. Честно скажу, это было очень нервно, в общем-то, как и вчера, потому что 4 девушки в одном бале — это что-то невероятное. Кого-то конкретно отметить
Ну, наверное, Дину Хуснутдинову, потому что все-таки вчерашняя юниорка сегодня приехала и победила. Молодец. В общем, все старались, все работали, у всех были какие-то ошибки. У кого-то чуть сложнее, у кого-то полегче. Ну, в общем, такой смешанный турнир получился. Миш, ну давай поговорим, наверное, про Анну Фролову прежде всего, потому что как будто бы тяжело ей далась произвольная программа, и мы прям хотелось выйти и помочь, что ли, докатать. Последнее вращение даже не стала бороться, просто на второй уровень сделала. И прям сложилась она после проката. Как ты думаешь, может быть, у тебя есть какая-то инсайдерская информация, может быть, со здоровьем что-то не так или Ну, не какой-то готова? инсайдерской информации у меня, к сожалению, нет. Я очень сильно переживал за Анну Фролову, но она настолько проникновенно катает, что, возможно, ее можно сравнить с катанием Софьи Муравьевой, у которой тоже, к сожалению, сегодня прокат, можно сказать, не задался. И в какой-то момент они обе вот как будто на какой-то миг бросили программу, но продолжили работать дальше. А что ты думаешь по поводу проката Захаровой? Потому что, ну, вот ты присутствовал на тренировке сегодня. Ты сказал, что у нее очень хорошо идут эти четверные тулупы, что она прям отпрыгала, все супер, и в каскаде, и сольный. Как ты думаешь, что могло пойти не так сегодня именно на выступлении? Я, наверное, буду банальным и скажу, что это просто нервы и неопытность. Да, действительно, потому что Мария пропустила довольно много из-за травмы. Это первый сезон, как бы такое возвращение на лед. И так уверенно, 2 этапа Гран-при. На первом этапе здорово сделал четверной тулуп. Здесь уже пошла на 2 четверных тулупа. Да, не все получилось. Оба были выполнены в степ-аут. Вот на наших экранах мы это видим. И вылетел каскад. Как, правильно я понимаю? В чем вообще здесь ошибка на четверном тулупе? Ты как мастер четверного тулупа, расскажи нам, пожалуйста. Мне с трибун показалось, что она просто немного поторопилась и... Не дошла до ноги. Да, и не дошла до ноги, и чуть-чуть была не уверена в своей позиции. Кто тебя еще впечатлил? Давай поговорим, наверное, про Соню Муравьеву. Вот, потому что я, если честно, надеялась, что в произвольной программе у нее получится чистый прокат. И первая половина программы была выполнена очень хорошо. Но это досадная ошибка на тройном луце, тройном тулупе. Падение. Дальше также тройной флип был выполнен немного шатко. Ну, это нехватка сил под конец программы или что? Прежде чем ты ответишь, я хочу показать, как Михаил Калида вообще готовится у нас к эфиру. Сразу же сделаю это после того, как мы посмотрим Софью Муравьеву, потому что у меня в руке его заметки, и это просто что-то с чем-то. Держи, сам покажешь, и тебе это поможет отвечать. Да, действительно, я бы хотел отметить конкретно Соню Муравьеву, потому что у меня здесь написано. Отдельно хочется отметить работу рук. В прошлом году показывала белого, Покажи, лебедей. Вот так Михаил я не Калида вру. смотрит Я фигурное сижу, катание. смотрю, все это анализирую. Тут мои каракули, наверное, только я разберу. А мы сейчас покрупнее покажем, чтобы мы все разобрали там. Да, вот такие вот у меня заметочки. И верхняя надпись «Очень теплый зал». Да. Поддерживали всех. Да, абсолютно так и было. Очень теплый зал. Хочется поблагодарить всех зрителей, которые пришли к нам сегодня сюда. Такие эмоции можно получить только находясь здесь. Ну давай к Даше Садковой, тоже попытка выполнить 2 четверных тулупа. Поговорим немного о Даше. Тренировку она сегодня провела практически идеально. То есть не было каких-то лишних движений, лишних прыжков. Она спокойно выходила, спокойно все делала. И я, честно говоря, был удивлен, потому что и на 6-минутной разминке мы видели, что все, в общем-то, получалось замечательно. И просто вот так бывает. Ну, как видите, Миша наглядный пример того, что за фигурным катанием лучше всего наблюдать с трибун, поэтому мы настоятельно вас приглашаем на следующей неделе на этап Гран-при в Москве. Также через неделю будет этап Гран-при в Омске, ну а также, конечно же, в Санкт-Петербурге. В конце этого года пройдет чемпионат России. Приходите, покупайте билеты, и вживую всегда интереснее. И, может быть, Михаил Калида в своих заметках напишет и в вашем городе «Очень теплый зал».
Мы прощаемся с вами пока, потому что совсем скоро на лед выйдут мужчины. Мы обязательно обсудим с Евгенией, с нашим гостем в студии это выступление. Поговорим обязательно с победителем в мужском одиночном катании. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Уважаемые дамы и господа, всероссийские соревнования Гран-при России «Идель 2025» продолжаются. И через несколько минут мы начнем соревнования среди мужчин, которые представят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Юлия Соловьева, Томск. Судейская бригада. Судья номер 1 Евгения Полысалова, Казань. Судья номер 2 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 6 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Татьяна Александрова, Казань. Через несколько мгновений свои произвольные программы в Казани выполнят мужчины. На третьем месте после короткой Артур Даниэлян. Когда-то этот прекрасный спортсмен выигрывал призы на чемпионате Европы, а сейчас с помощью артистичного катания пробивается на вершину, где многие вооружены четверными луцами. Но в своей борьбе Артур прекрасен. На втором месте Глеб Лутфулин, еще один любимец родной казанской публики. Серебряный призер чемпионата России продолжает прогрессировать под руководством тренеров Алексея Мишина и Елизаветы Туктамышевой. Свои четверные он будет исполнять в атмосфере новой программы «Крестный отец». Благодаря мощнейшему набору прыжков и самым высоким оценкам за компоненты лидирует Владислав Дикиджи. Самые дорогие прыжки, четверные луц и флип даже при срыве одного вращения позволили действующему чемпиону России обогнать ближайшего конкурента на 7 баллов. Сегодня в произвольной программе «Ночь на Лысой горе» Владислав готовится показать свое самое мощное катание. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Степан Тартыгин, Оренбургская область, Андрей Мухартов, Москва, Егор Баулин, Свердловская область, Александр Мельников, Москва, Илья Мавлянов,
Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Первая группа участников уже на льду, а на комментаторской позиции Василий Соловьев, а также олимпийский чемпион Алексей Ягудин и призер Олимпийских игр Михаил Коляда. Миша, приветствуем тебя. Всем привет. Приветствую всех любителей фигурного катания. Ну что ж, произвольные программы среди девушек уже завершены. Мы увидели, что победительница Дина Хуснудинова выполнила 2 элемента ультра-си, 2 тройных акселя. Ну а если мы уже начинаем комментировать мужские произвольные программы, то здесь, естественно, ни одна произвольная программа не обойдется без элементов ультра-си, без четверных прыжков и в количестве даже нескольких штук и более. И прямо сразу мы с них начнем, потому что четверные луцы, тулупы будет выполнять Степан Тартыгин. Он представляет Оренбург, тренируется у Елены Михайловой в этом прекрасном городе, где очень ценят фигурное катание. В прошлом сезоне выступал на этапе Гран-при в Магнитогорске. К сожалению, лавров не снискал, но катание у спортсмена очень интересное, и мы, безусловно, с любопытством будем наблюдать за его произвольной программой. Андрей Мухортов тренируется в Москве у Алексея Василевского, 21 год. Этому спортсмену с 3 лет на льду. Победитель, призер всероссийских соревнований, участник Гран-при, сам работает тренером, учит выполнению элементов различной сложности, всех от мала до велика. С четверного Сальхова начнется выполнение его произвольной программы, которая пройдет под песню «Там нет меня» в исполнении российского эстрадного исполнителя Сергея Павловского. А это Алексей Василевский в отличном настроении. Но он всегда очень жизнерадостным он является, да, и выступал. Всегда это был такой маленький, но праздник. Пусть не было вот самых больших каких-то результатов у Алексея, но зато его катание всегда запоминалось. Егор Баулин, следующий на льду. В этой группе представляет Екатеринбург, где тренируется у Владимира Гнилозубова. 16 лет ему, учится в 10 классе, увлекается информатикой, физикой, математикой. И даже вот репетитор Егора по математике, как выяснилось, живет в Казани. И, наконец-то, они с ним офлайн встретятся и познакомятся на этом стадионе, потому что его репетитор придет и будет за него болеть. Вот такая маленькая, но история. Ну а все наши соревнования, естественно, проходят также в реальности, вот в этом маленьком своем живом мирке, это маленькая арена, несмотря на то, что здесь есть более крупные ледовые дворцы, но именно вот эта арена мне привлекает тем, что зрители, которые здесь находятся, а их огромное количество, практически все билеты проданы, они находятся настолько вот в этой доступности, и не только визуальной, но, может быть, и такой вот на другом уровне немножко. Здесь вот как дома, уютно, тепло и хорошо. И много-много лет. Александр Мельников из Волгограда родом, тренируется в Москве в группе Виктории Буцаевой и Евгения Власова. На первом этапе Гран-при в Красноярске получил бронзовую медаль. Катается в произвольной программе под саундтрек из сериала «Медичи. Повелители Флоренции». Постановщик его программы Егор Мурашов, а на ваших экранах Евгений Власов, его тренер. Илья Мавлянов, последний в этой группе участников. Тренируется в Академии Ангела Плющенко в Подмосковье у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой и призера чемпионата Европы Дениса Хадыкина. 16 лет ему, тоже учится в школе, очень ответственно учится, думает о ЕГЭ, не забывает об учебе. Для своей произвольной программы выбрал музыкальную композицию Энцо Боссо, Rain in Your Black Eyes и Wings, крылья британской певицы, известной своими фолк-поп-балладами Фрейи. И Егор Мурашов ему ставит эти программы. Денис Хадыкин на ваших экранах. Хорошая школа, и Юлия Липницкая, и Денис Хадыкин, собственно, те специалисты, которые ярко себя показывали в прошлом большом спорте, ну и сейчас продолжают это великое дело передачи того опыта, всех знаний своим спортсменам.
Четверной луц очень сложный прыжок. Ну и всегда, даже когда тройной луц раньше спортсмены исполняли, а до этого и двойной, всегда луц был таким камнем преткновения из-за необычного подхода на него с этого внешнего ребра. И я вот думаю, что далеко не все зрители даже знают, кто вообще такой был этот Луц пресловутый, потому что Алоис Луц, который жил в начале 20 века и исполнял этот прыжок первым вроде как, потому что никаких исторических записок на эту тему нет. Он был человеком из простой семьи, механиком, который катался, что называется, без денег. Но там его поддерживали какие-то меценаты. И вот он был совершенно гениальным фигуристом, а потом призвали его в Первую мировую войну служить. Он вернулся больной туберкулезом и умер в 19 лет. Парня уже не стало, а память о нем вот сохранилась надолго. Хотя впервые Луц, затем после него, исполнили только через 10 лет. Документированно. Никто до этого вот его документированно не исполнял. Василий, а вы даете мастер-классы? Даю, Алексей, но не Оставьте, сейчас. пожалуйста, свой контакт. Не сейчас. Благодарю. Спасибо. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Спортсмен из Оренбурга Степан Тартыгин занимает последнюю строчку после короткой программы, но для настоящих ценителей фигурного катания это ничего не значит. Смотреть за тем, как он катается, всегда интересно, увлекательно. Степан старается удивить, причем не только творчеством, ведь и четверной луц он выстрелить может. Его произвольная — это драматическая композиция о стремлении к большему, называется «More».
Молодец, Степан Тартыгин. Очень интересно, конечно. Твои эмоции, Вася, катается. ничто по сравнению с тем, что сейчас собирается сказать Михаил Коляда. Давай. Это было великолепно, потому что после утренней тренировки я подумал, что Степану будет сегодня непросто. Да, конечно, было непросто, особенно во второй части программы. Но все прыжковые элементы сделаны, и это можно назвать, в общем-то, чистым прокатом. Ну вот здесь все настолько счастливы, это правда. Ну, понятно, что давайте уже и смотреть на какие-то мелочи, не развернута нога во вращении, какие твизлы и так далее. Но вот все, что является на данный момент самым сложным в карьере этого спортсмена, это многооборотные Он прыжки. сделал два Всё разных сделал. четверных. Да. Начал с тройного луца, затем четверной тулуп. И вот сейчас на ваших экранах четверной сальхов. Да, конечно, недокрутик там небольшой был. Затем тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. И все элементы без знаков вопроса. Я не про судейскую коллегу, не про частоту исполнения, а просто это не вытянутые из гроба прыжки. Все это было просто достойно сделано. Ну, наверное, четверной луц, вот, который был заявлен у него в программе, отменился по результатам утренних тренировок, как думаете? Я думаю, что он копит энергию на чемпионат России. На данный момент, я думаю, ставка была сделана как раз на четверной тулуп, на четверной сальхов. Мы помним короткую программу, когда вроде бы тулуп более стабильный, не пошел, сальхов менее стабильный, пошел. Здесь был и тулуп, и сальхов, и тройной аксель, и каскадики, и все. Ставка на чистый прокат. Ставка. И сегодня ставка сработала. А четверной луц, раз он стоял в заявке, это не просто придумка режиссеров, организаторов турнира. Это тот план, который есть у спортсмена. У Степана, значит, есть четверной луц. Да, на возможно, тренировках, просто он возможно. сегодня на утренних тренировках его не делал, но у себя дома этот прыжок он отрабатывает, и все-таки, я думаю, впоследствии захочет его вставить в программу. Ну что же, отлично. Самое главное, что вот те эмоции, которые нам дарит Степан своим катанием, они абсолютно бесценные. Потому что мне показалось, что вы с открытыми ртами смотрели за его катанием. Мы правда и не прям ожидали. Поражались. Потому что есть спортсмены, за которых ты меньше переживаешь. Я не говорю про любимчиков, не любимчиков. Для нас не должно быть таких спортсменов. Но просто есть люди, когда они выходят на лед, ты практически на 99% уверен, что все будет чисто сделано. А кто-то менее стабилен. Вот Степан, судя по тренировкам и воспоминаниям из прошлого, когда мы также его комментировали, немножко нестабильный спортсмен. Ну вот сегодня поэтому мы с открытым ртом, с Мишей, и, собственно, это подтверждаем своими комментариями. Правда. Парень вышел, тяжело, не очень ровненько, но без вопросов все сделал. Вращение нужно было доставить определенное количество, да, Да, еле-еле, по вращениям, но конечно, есть стоял. вопросики, да. А в остальном Дорожки шагов достойно. пытался. Дорожка сегодня, кстати говоря, второго уровня, а вчера в короткой она была только лишь базовой. Степан Тартыгин за произвольную программу набирает 128,17 балла. Общий Результат на ваших экранах. И по сумме двух программ более 180 баллов набирает Степан. От этого результата и оттолкнемся. программы на лед приглашается Андрей Творческая лаборатория Мухортов. тренера Москва. Алексея Василевского и спортсмена Андрея Мухортова представляет современный русский романс «Там нет меня» в трактовке Сергея Павловского. Прекрасная основа для философского самовыражения в танце, а заодно и для четверного Сальхова в начале программы. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пениста
белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Там нет меня, где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, и понимает небосвод, и понимает небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, где нет тебя вокруг меня, невидимый. Ты знаешь, без тебя и дня, ты знаешь, без тебя и дня прожить нельзя. Видимо. Вы знаете, несколько лет назад, задавая вопрос Мише, Михаилу Калиде, как так получается круто, почему так, на что получил настолько простой ответ, говорит, я просто слышу музыку. И вот сейчас слово предоставляется Михаилу Калиде. Да, действительно было такое. И сегодня я увидел, что Андрей тоже слышит музыку, потому что вчера он предстал перед нами в таком дерзком, стильном образе, но сейчас он показал, насколько у него хороший диапазон артистический, что он действительно переживал эти эмоции. И было такое ощущение, будто у него в груди есть огромный фонарь, и этим фонарем он нас всех освещал. Он ни мгновения не провел в этой программе ни в образе, ни в движении, ни одного шага, никаких вот этих, знаешь, как выехал и едет куда-то. Нет, он все время все проживал. Я был поражен. Да, и сейчас давайте посмотрим техническую сторону этой произвольной программы. Мы видим сейчас на замедленном повторе, что тройной аксель был исполнен недокрут. И вообще, честно говоря, много было недокрутов у Андрея в этой программе. И, честно говоря, слышит он музыку гораздо круче, чем владеет, даже не коньком, а владеет техническими элементами. Мы говорим сейчас про прыжковую часть. Я не считаю, что нужно это как-то скрывать. Это правда. Я думаю, что прекрасный спортсмен сам это знает, что здесь, помимо этих помарок, мы видим, что эти прыжки действительно нужно дорабатывать. Да, они вот сейчас на вашем экране был во второй части исполнил тройной флип, тройной ридбергер. И, конечно, это вот каждый прыжок, он был в борьбе.
Но самое главное, есть вот это коннект. Леха Василевский, Алексей, простите, Андрей на льду. Ну вот столько энергии, вы знаете, вот и Анечки Фроловой, и Сони Муравьевой, кстати, можно вот взять мастер-классы, как вот так на одном дыхании, не показывая, что, возможно, что-то беспокоит, что силы уже не те, как с первых аккордов музыкальной композиции. Прям на одном дыхании Да, он прошла держал программа. накал, держал и хорошо с этим справляется. И вчера он это доказал, и сегодня. А первым на этот мастер-класс пойду я. Нужно эту энергию от спортсмена перенять. Но самое главное, не знаю, насколько искренне сейчас эти улыбки. Возможно, и правду Андрей доволен своим прокатом. Но мы очутились, мы как будто бы в таком небольшом театре, но в малом театре увидели представление. Увидели эту историю, да, с ошибками. Вот здесь Алешка Кьюшка вылез. Раз, два, три, четыре по Кьюшкам. Алешкам недокрут. Ну и совсем большой недокрут на попытке исполнить четверной сальхо в начале произвольной программы. И еще в четверть недокрут. Да. Ну вот, опять же, прыжковая часть, конечно, она нужна четкой проработке. Нуждается в четкой проработке. Ну и плюс, вы знаете, прыжки можно доработать, а вот это чувство... Вот, например, я не слышу музыку. Никогда не слышал. А он слышит, и причем очень хорошо музыкально отыгрывает. И по ходу программы, когда были слова, он прям все отыгрывал. Андрей Мухартов за произвольную программу набирает 124,87. Сохраняет свою позицию в соревнованиях Андрей Мухортов и на 2,5 балла опережает Степана Тартыгина. И на данный момент участник занимает первое место. Найдет ли исполнение произвольной программы? К выступлению готовится лучший на первенстве Свердловской области Егор Баулин. У фигуриста мощная группа поддержки. Мама, 7-летняя сестра и даже казанский репетитор по математике, с которым фигурист знаком только онлайн. Каждое выступление – событие. Помните об этом. Remember. I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended. Just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. Is the last light to fade into the rising sun. And with you, whenever you tell my story for all I've done. Remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember me. I am that one voice in the cold wind that whispers, and if you listen, you'll hear me call across the sky. As long as I still can reach out and touch you, that I will never die.
Вот это очень важно, когда спортсмен выступает надежно, когда он приезжает на соревнования практически любого уровня и вот катает то, что ему было предписано, то, о чем договаривались с тренером, в том числе Егор Баулин со своим тренером Владимиром Гнилозубовым договаривался, о чем приехать и сделать. Программа минимум, программа максимум, это мы уже не знаем что. Молодчина. Да. Ну вот сегодня действительно было все хорошо по прыжкам. Он такой, как стабильный середнячок, я бы так сказал. То есть не было каких-то элементов вау и ультра-си, но, в общем-то, все было исполнено достойно. Ну вот знаете, опять же, достойно и под музыкальную композицию Джоша Гробана выступал «Remember». Ну, всем известна эта песня, и она такая величественная, монументальная. Я сейчас вспомнил одного журналиста, писателя, его вот такое высказывание. Почему? Потому что, ну, вот Наполеон, его так звали, но не тот, Наполеон Хилл. И он говорил о том, что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он и способен достичь. Ведь самое главное просто никогда не сбрасывать, выбрасывать из головы мысль даже не о том, что реально достижимо, а о более глобальных вещах. Потому что именно они приведут тебя как раз уже к тем вещам, которые ты можешь сделать в реальности, и чуточку больше. Да, на данный момент середнячок, да, нет элементов ультра-си, а уже мы понимаем, ну, мужское фигурное катание без четверных прыжков можно условно как бы и не приезжать. Алексей, ему всего лишь 16 лет, тоже надо это не забывать. И сегодня делаем скидку на молодой возраст. И я благодарен первым трем участникам этого турнира, и Степану, и Андрею, и Егору, за то, вот в каком ключе они задали сейчас настроение в этих прокатах. Хорошо, но что касается скидки, пусть скидка действует, ну, ближайшие максимум 2 года. Скидка срочная. В Екатеринбурге очень мощная школа фигурного катания. Это не важно, но есть. И я уверен, они со своим тренером будут идти вперед. Артем Федорченко, мега талантливый, например, постановщик с базовым набором технического элемента. Огромное количество фигуристов прошли через его старания, труд и плодотворные работы. Вот, пожалуйста, из Екатеринбурга Максим Ковтун. Откуда? Юлия Липницкая. Юлия Липницкая. Так что не надо про Екатеринбург. Там я прекраснейшая. я наоборот сказала, что школа сильнейшая. Одна из. В произвольной программе уступает он своим оппонентам несколько баллов, занимает последнюю строчку, но по сумме двух программ на несколько десятых, но опережает и оказывается впереди. Егор Баулин пока лидирует. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Александр Мельников. Москва. Евгений Власов выводит на лед фигуриста Александра Мельникова. Школа «Легенда» под руководством Виктории Буцаевой. Бронзовый призер турнира в Магнитогорске Мельников здесь в короткой программе катался ярко, но с проблемами в элементах. В итоге, пока он только 8-й, это, конечно, место не для него, но его произвольная программа — это же россыпь четверных в различных комбинациях.
Ну вот, как и было сказано, не его это было место в первой группе участников, конечно. Это высочайший класс, и, конечно, не восьмое место после короткой программы должно было быть у Александра Мельникова, а что-то повыше. Какой прекрасный бой сейчас дал он прежде всего сам себе. Но подкрепляет твою мысль именно своим выступлением. Сегодня, здесь, не завтра, не вчера. Именно вот, в эти мгновения вышел, да, не кристальный прокат, но вы посмотрите на эти абсолютно свежие эмоции. Что это показывает? Сейчас, Александр, давайте послушаем, может быть, какие-то детали уловим. Ну что ж, очень довольны, да. Помнишь, Миш, его прокат для него первом этапе Гран-при? В Красноярске. Да, другой. Там, к сожалению, по был эмоциям. только лишь двойной луц. И сейчас выполненный четверной. Здорово. Затем 4-2. Тулуп-тулуп. Тройной аксель. С выкрюка, кстати говоря. Хороший у него очень аксель. У него, в принципе, Приятный. прыжки такие, как бы, они подтянутые, хорошие и очень хлесткие. Вот, к сожалению, единственная такая достаточно грубая ошибка. Здесь должен был быть четверной Сальхов, но только лишь тройной. Но без, да, с кривым, простите, выездом, но он спас этот прыжок без перекруток, без касаний руки и так далее. А во второй части 4-3, тулуп-тулуп. И длинная комбинация, тройной аксель. Двойной аксель и еще один двойной. Вот как мы говорим, на пол поляны. Но, кстати, в Красноярске он во второй половине программы четверной тулуп в каскаде с тройным сделал чистенько. А здесь с большим недокрутом на четверть, да? Ну вот здесь, кстати, вот только что на ваших экранах был прыжок, и он был очевидно недокручен, но пропустил самое начало, поэтому не буду вдаваться в пару. Сегодня отдать должное, судят спокойнее, чем неделю назад. Спокойнее, да. Но мы видим, какие прекрасные эмоции от Евгения Власова, от Александра Мельникова. И это самое главное, что после старта можно уезжать из Казани с чувством выполненного долга. Ну, Евгений Власов, мне кажется, даже в большей степени был доволен прокатом своего ученика, нежели сам ученик. Но вы только не представляете, через какие эмоции проходит вот опыт. Об этом опыте, да, потихонечку из одного старта в другой мы выносим какие-то свои новые идеи, внедряем их и в систему подготовки, что позволяет в дальнейшем набираться этого опыта. Программа набирает 164,97. Естественно, оказывается он впереди. Это не обсуждается. Вопрос только в том, сколько именно баллов он набирает. По сумме это 233. И вот вам новый ориентир для тех спортсменов, которые будут выходить дальше. Он уже посерьезнее. Производной программы на лед приглашается Илья Мавлянов, Москва. Илья Мавлянов тренируется в Академии Плющенко у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой и призера чемпионата Европы Дениса Хадыкина. Программу под разрывающую музыку Эцио Босса фигуристу поставил Егор Мурашов.
What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Но поддержал разгон этой программы Илья Мавлянов. И было видно, как возле бортика, в том числе в нашей трансляции, Денис Хадыкин. Он, все-таки прохладно на катке. Мы все сидим в пальто, а Денис в одной рубашке, да еще и засушенными рукавами. И он не может просто эти руки спокойно держать и практически дирижирует своим спортсменам. Была энергия. Конечно, разбор Михаила, наверное, будет неутешительным. Более детальным, но он будет касаться
прыжковой части. Прыжковой, да. А вот что касается музыкальности, о которой мы уже не раз сегодня говорили, то мне очень понравилось, опять же, наши разговоры во время выступления спортсмена о том, что на тренировках ты не можешь увидеть всю целостность и порой глубину. То есть это такое поверхностное, это как играть какое-то серьезное произведение, да, и на какой-то момент остановиться, а потом продолжить. У тебя теряется вот эта связь. А здесь целиком видишь произведение от начала и до конца. Очень перспективный спортсмен молодой. И, кстати говоря, также хочу отметить, помимо каких-то там ошибок и не ошибок, хороший конек. Он очень хорошо чувствует ребра, он достаточно чисто делает повороты. Да, к сожалению, сегодня четверных прыжков мы не увидели. Сделал только 2 акселя. И вот хочется сделать такую маленькую ремарочку. Именно помимо вот этой музыкальности, реберные прыжки у него получаются чуть хуже, чем зубцовые. Потому что энергию и в сальхове в тройном, и в акселях тройных он направляет как бы больше вниз. С надеждой, что лед, наверное, его как-то подтолкнет. Да, наверное, есть такое. Я отдельно благодарен Илье за его катание, вот это эмоциональное и ритмичное, потому что, продолжая нашу беседу с Алексеем Ягудиным, благодаря этой программе Алексей сейчас услышал музыку. В смысле? Ну ты же что говорил, она играла во дворце? Ты только что говорил, что ты не слышишь музыку, а сейчас услышал и прочувствовал. Ну это мне просто Миша помогает очень сильно. Без вас, коллеги, было бы крайне сложно. Все мы учимся. Согласен. И я продолжаю. Также, надеюсь, будет поступать и Илья. Очевидно, прыжковая часть техническая – это не его конек. Очень неудобные прыжки для восприятия мне зрительно, но я думаю, что и очень такие узкие, как будто ты движешься в узком коридоре, очень узком, и шаг вправо, и шаг лево невозможно. А я бы сказал, что у него очень хорошие данные для того, чтобы расширить этот коридор, это раз. И во-вторых, если он будет обращать внимание именно на реберные прыжки, программа засияет гораздо ярче. Дай бог. Подробный разбор происходит в Кисенкрай. И Илья Маблянов по произвольной программе оказывается предсказуемо на 2-м месте. Конечно же, лидирует Александр Мельников, а Илья отстает от него на 35 баллов по сумме 2 программ. На лед приглашаются участники 2-й разминки. На разминке находятся Артемий Маринин, Москва. Макар Игнатов, Московская область. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Артур Даниелян, Санкт-Петербург. Глеб Лутфулин, Санкт-Петербург. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Сумасшествие творится на трибунах. Это 2-я группа участников соревнований в произвольной программе на Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Мы находимся буквально в нескольких сотнях метров от белоснежного Казанского Кремля. Историческое место как для нашей страны, так и для Татарстана, и для фигурного катания, потому что сколько соревнований здесь прекрасных прошло, и помнят они разные, самые разные выступления и времена. Все это очень ценно. И сегодня история новая будет написана, а мы будем смотреть в прямом эфире на Первом. Затем, как будут кататься, ну вот, к примеру, Артемий Маринин, это же продолжатель спортивной, теперь уже династии, получается, тренируется в Москве в группе Светланы Соколовской, Станислава Захарова, Виталия Бутикова. Всего лишь 17 лет ему, 1-й сезон на взрослом уровне. Его тренер Станислав Захаров на ваших экранах. Артемий – сын олимпийского чемпиона, 2-кратного чемпиона мира, 5-кратного чемпиона Европы в парном катании с Татьяной Татмяниной, Максима Маринина.
Ну, кстати, я на связи с Максимом Марининым прямо даже в эти мгновения, в эти секунды. Как хорошо, что мои дочки не занимаются фигурным катанием, а то я бы, наверное, я бы просто сошел с ума. А говоря про то место, в котором мы сейчас находимся, и, собственно, Александр Фадеев, очень известный именно в советское время, наш фигурист-одиночник, отсюда родом. Евгения Тарасова, призерка Олимпийских игр, уже про парное катание говорим, и несколько дней назад в юниорах победил именно представитель именно местной школы Ильяс Халиуллин. Собственно, вот Безменов Евгений Андреевич руководит этой школой уже более 30 лет. И то ли еще будет. А на ваших экранах Сергей Алексеев, это тренер Макара Игнатова, серебряного призера чемпионата России 2021 года и множество других соревнований. В финале Гран-при 2025 года он был лишь пятым, но впереди еще много интересных событий в жизни. И Макара в том числе, он не останавливается, творит, придумывает, экспериментирует, и наблюдать за этим очень интересно. Матвей Ветлугин, следующий участник, родился в Москве, но выступает за Санкт-Петербург и представляет тренировочную группу Евгения Рукавицына, Валентина Молотова, Ольги Глинка. В предыдущем сезоне отметился бронзой на Гран-при в Казани. И вот он снова здесь и в таком совершенно выдающемся образе, и очень необычном, и очень серьезном, и ответственном образе. На третьем месте после короткой программы Артур Даниэлян. Приветствует его на этих соревнованиях трибуны очень ярко. Он вообще родился в Волгограде, тренируется в Санкт-Петербурге, также у Рукавицына, Молотова и Глинка. Ну и совершенно потрясающий артист, потрясающий фигурист, который своим катанием воодушевляет всех вокруг и всегда. И сегодняшняя программа — это юмор, это эмоции, это какой-то ироничный взгляд на вещи. Но для этого нужно, чтобы по-настоящему зарядиться, все-таки и отстоять место на пьедестале, нужно прыгать, черт возьми. Ой, и вроде бы эта комментаторская позиция настолько близка к ледовому покрытию, и здесь абсолютно все как на ладони ты замечаешь, и те нюансы, которые идут в повторе для многих зрителей, у нас здесь прямо настолько чисто показано самими спортсменами, но с другой стороны, так неловко себя чувствуешь, когда проезжают твои знакомые фигуристов. Вот эти, казалось бы, братья по всевозможным шоу, новогодним елкам, представлениям и так далее. И сейчас ты вроде бы более-менее расслаблен, но сконцентрирован также на их выступлении, а им нужно доказывать здесь, в эти мгновения, что они не просто так. И два спортсмена завершают эту группу участников. Прежде всего, Глеб Лутфулин, который родился в столице Татарстана, ну а теперь тренируется вот в этой великолепной группе тренерской. Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева, Егор Челушкин и много других специалистов, которые трудятся над его программами, над его техническим арсеналом и физическим состоянием. Ну и Владислав Дикиджи, спортсмен из Санкт-Петербурга, ученик Олега Татаурова, чемпион России, россыпь четверных в его послужном списке, видите на ваших экранах, ну, как, впрочем, и у всех, но у Дикиджи это Луц и Флип, которые стоят просто как чугунный мост. Первым из российских фигуристов чисто исполнил четверной аксель, причем дважды. Все это общеизвестно. И вчера в интервью Максиму Маринину так вот рассказывал, что да, в интервью Максиму Транькову, это все, Артемий меня уже погрузил в себя, Максиму Транькову рассказывал и про четверной аксель, и про пятерные прыжки, и уже так вот немножко голову сносит относительно вот этих количества оборотов, и не знаешь уже даже, чего ждать дальше от фигуристов. Ну, парни очень заряженные. Вот сейчас смотрю на 6-минутную разминку, и никто не собирается отдавать ни одного балла, ни одной сотой балла. А вот выйдет ли это так на самом деле, мы увидим с вами через 4 минуты. Чуть меньше даже, как только начнутся прокаты второй разминки.
Для исполнения произвольной программы на лед приглашается... Разминку Артемий сильнейших на Маринин, казанском этапе Москва. Гран-при по фигурному катанию открывает дебютант взрослых соревнований Артемий Маринин. Где мои 17 лет? В Москве он тренируется в группе Светланы Соколовской, Станислава Захарова и Виталия Бутикова в школе «Наши надежды» Татьяны Навка, где есть спорт, стиль, эмоции и призрак оперы. Sing once again with me a strange duet. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind, the phantom of the opera is there inside your mind. Why so silent, good monsieur? Did you think that I had left you for good? Have you missed me, good messieurs? I have written you an opera. Прекрасный парень, очень здорово скользит, такой высокий, элегантный, прям парит надо льдом, конечно, в своем образе, нравится ему эта программа.
Но вчера Миша уже подметил тот факт, что парень-то скользит здорово. Но это вот многолетний опыт работы с хорошим преподавателем, с олимпийским чемпионом Максимом Маринин, с его отцом. Вот прям я помню, как сутки напролет именно работали над скольжением. И не только над скольжением. Также вот сейчас мы видим в протоколах, судьи выставляют все вращения 4-го уровня. Молодец, работает. Видим, конечно, что сейчас Артемий очень сильно устал. И по поводу его программы, хочу сказать, красиво, ровно, спокойно. Да, он не слишком эмоционален в плане подачи. Все-таки признак оперы — это, ну, очень яркое. Много раз смотрели мюзиклы и смотрели в постановках других артистов на льду. Пока сдержан, но напоминаем, это всего лишь первый старт вот такого прям уровня для Артемия. И, на мой взгляд, да, конечно, можно было избежать ошибки в короткой. И сегодня, ну, на простых уже достаточно элементах, но в общем и целом этот турнир идет в зачет. Да, дебют удался 100%, и сейчас мы видим на наших протоколах, что судьи все-таки находят небольшие недокруты на каскаде тройной аксель, двойной тулуп, на сольном тройном акселе. И во второй части тройной луз, тройной тулуп судьи ставят тоже недокрут. Но мы прям вот сейчас за кадром с Алексеем поняли и увидели, и одновременно сказали «устал». Да, действительно, это было видно, но, как вот Алексей сказал, это действительно начало большого пути в взрослом фигурном катании. Ну, крайне, конечно, будет сложно этому молодому парню. Все-таки очень высокий, видите, у него прям ноги и занимают большую часть его тела. Я тут в шутку говорю: Максим Маринин, это тебе месседж, ну ты же в парном катании гуру, ну вон, смотри, какой парень. А если с Викторией Сафоновой поставить в пару, тоже сразу, да у нас тоже огромное количество таких высоких, статных девушек. Вот какая пара растет. Может быть, не парное катание, а танцы на льду. Да, сборная СНГ. Ну, короче, будущее точно. Мы уже тут нарисовали. Осталось дело, в кавычках, за малым, самому Артемию. Ну, так вот, что? шутки шутками, а мы с вами отмечаем же, как ребята растут в таком возрасте. Вот Миша вчера аж ахнул, когда Артемий выехал на разминку, не ожидал, насколько сильно он вымахал за последнее время. Сколько это? Сантиметров тоже 15-20, Не знаю, но это действительно очень много. И я видел Артемия еще как бы маленьким. Рулетка кончилась уже у тренеров измерять, и уже плюнули на это дело. Просто радуются, что человек растет. Раньше мне даже коньков на ногах теперь уже не хватает, чтобы быть одного роста с Артемием без коньков. Абсолютно. Но очень мягкий в катании. Это, конечно, позволяет... Кошачье такое катание. Кошачье, да, мне нравится это выражение, как кошечка. Он прям очень мягко и приземлялся со многих прыжков, что, к сожалению, именно играет такую не очень позитивную роль, потому что именно это кошачье приземление, и у него не очень быстро, так скажем, по правде, крутка. Не хлесткая. Не хлесткая. Не хлесткая кошачья. Но тем не менее, вот эти кьюшки, именно кошачьи приземления позволяют достичь спортивного долголетия, потому что нагрузка на суставы меньше. Это вот так вопрос на подумать. Ну, правда, спортивное долголетие — это важная вещь, чего ж тут говорить. Просто в этот момент я замолчал. Да, Алексей загрустил просто, да. Тазобедренного сустава железного. Прости, Леша, прости. Второй по произвольной программе Артемий Маринин отстал на 30 баллов от Александра Мельникова. Ну и по сумме двух программ пока тоже на втором месте. Произвольной программы на лед приглашается Макар Игнатов. Кинематографическое сумасшествие в программе Макара Игнатова. Сегодня у фигуриста Ангелов Плющенко премьера «Джокера». Самый взрослый из участников, опытный первопроходец, когда-то первым исполнивший 4 четверных в одной программе. Сегодня его катание наполнено новыми эмоциями, интересными находками. Он постоянно ищет. А тот, кто ищет, вы же знаете.
though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Just smile. Чуть-чуть задержался, да, по музыке. Посмотрим, уместил ли он всю программу, потому что секундомер начинает работать по твоему первому движению. Не когда музыка зазвучала, а именно по твоему движению, соответственно, и когда ты завершил программу. Вы знаете, у меня здесь такие мысли, Миша. Ведь Джокера считают таким талисманом непостоянства и разочарования. И вообще это такой какой-то, по идее, должен быть символический хаос, безумие, лицемерие какое-то. А на мой взгляд, Макар был, наоборот, ну, мега добрым в этой композиции. Ну, честно говоря, Макар вообще раскрывается с разных сторон именно в этом сезоне, потому что компьютерная игра в короткой. Да, и здесь совершенно два таких разных образа, которые Макар воплощает на казанском льду. Здорово, просто здорово. Очень сильно поработали над хореографией, над подачей. Вообще страшно было. Страшно было на акселе. Да. А что было на акселе? Вот как раз Сергей спрашивает. Да, действительно, программа выглядела сегодня замечательно.
Начал Макар с четверного Ридбергера, чистый, но вот здесь вот пришлось побороться на выезде и все-таки вытянул. Затем четверной Сальхов. Да, это было очень жесткое приземление и недокрут. Четверть оборота судьи находят. И да, действительно, Я думаю, это даже всё там было. больше, чем четверть, ну, очевидно было. Но неважно. Затем четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Вот тоже такое. Забавный факт с тренировки. Мы сидим с Василием, наблюдаем тренировку мальчиков, и подъезжает к нам Макар и спрашивает, ну что, как дела? И мы видим, что до этого у него не получался четверной тулуп. И я подсказал, что нужно сделать Макару. Нужно чуть дольше постоять на правой ноге перед отталкиванием. И сегодня 2 тулупа сделано. А я, главное, с другой стороны Ледового дворца смотрю, вы общаетесь на утренней тренировке с Макаром. Думаю, интересно, о чем была беседа, но специально не стала тебя спрашивать. Думаю, уверен, в эфире ты об этом расскажешь. Вот как раз об этом мы с ним и общались. Кстати, по поводу этой доброты, во-первых, ну, отец, это, по-моему, единственный родитель, отец в нашей мужской сетке. Еще раз поздравляем Макара с пополнением в семье и поздравляем его семейную любовь с Александрой Трусовой, ну и Мы можем себе дальнейшей стабильности. представить, как меняется жизнь человека, когда у него появляется ребенок. Поверьте, друзья, да. Так вот, это как раз то, в любом человеке при, может быть, колоссальном негативе, черной ауре, энергетики есть что-то светлое. И об этом, о перерождении. Его программа. Макар Игнатов занимает 2-е место по произвольной программе, но по сумме 2 оказывается впереди. Обгоняет Александра Мельникова, занимает 1-е место, а впереди еще 4 спортсмена. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Группа питерских специалистов Рукавицына, Молотова, Глинка представляют Матвея Ветлугина. Самый заметный костюм на разминке. Накануне исполнил шикарный четверной флип, но отстал немного из-за других прыжковых элементов. Значит, очевидно, что дело не в технике, а в настрое на выступление. Его герой в произвольной программе — великий реформатор Александр II, человек дела. Хороший пример для подражания.
умереть. Ну и кто ответит на вопрос, что происходит с Матвеем Ветлугиным? Я знаю прекрасно по многочисленным гастролям. Здесь только голова. Это на мой взгляд. Но сегодня вообще на утренней тренировке такая как бы тренировка была неоднозначная. И прокат тоже был такой неоднозначный. Волнами. Очень хорошо. И тут же идет и делает грязненько. Все как в произвольной. Падение, четверной флип, срыв, тройной лутс, тройной ридбергер. Опять грязь, опять тройной лутс, тройной ридбергер. Я думаю, это из-за того, что когда ты слишком сильно хочешь, иногда эмоции берут вверх, и ты не можешь просто остановить это. Ну, явно расстроен Матвей сейчас. Любой другой, возможно, был бы и рад, что все-таки два каскада сложнейших, тройной лутс, тройной ридбергер и четверной флип в том числе. Но не спортсмен такого калибра. Вот, очевидно, падение, недокрученный четверной ридбергер, четверть, вот, Женя Рукавицын. Ну, конечно, это... Затем четверной флип. Ну, посмотрите, опять эталонный практически. С шикарным выездом, с длинным, с хорошей высотой. Ну, кстати, вот ставят неясное ребро, а я бы поставил недокрут. И вот здесь тут же идет четверной тулуп. И вот мы как раз во время проката Матвея обсуждали, почему, собственно, так произошло. Потому что прыгнул с двух ног. Потому что просто не прошел через левую ногу. Такое Да, частенько вот у Матвея бывает. С двух ног. Ну, потому что, видишь, Макар Игнатов подошел к тебе на тренировке, а Матвей нет. На тренировке, кстати говоря, буду к тебе теперь Матвей специально мотаться был в Питер. Очень заряженным таким. Со своим тройным тулупом. Эффектные эти его каскады, где тройной ридбергер он исполняет вторым прыжком, очень здорово. Но вы выглядит. знаете, на грани все прыжковые элементы. Я говорю сейчас по поводу докрутов, недокрутов. Ну и вновь его два шикарнейших каскада, тройной лутс, тройной ридбергер. Очень коварный в исполнении, потому что риск колоссален. Ну и просто на грани балансируешь докрута, недокрута. Было бы здорово, конечно, без них, а то создается такое впечатление, что не получился один прыжок ключевой, второй, сгорел амбар, гори и хата. А нужно вот прям все тихонечко дотягивать, может быть, и не только в голове здесь дело, может быть, какая-то есть общая, не знаю, там, ну, в начале сезона, что усталость, а может быть, не зашел он этот сезон поскольку есть в оптимальном состоянии. Слушайте, коллеги, мы прекрасно видели, и все видели и шикарный четверной лут, и четверной флип, и четверной ридбергер, тулу, Сальхов я что-то не помню, но неважно. Но есть все эти элементы, нет стабильности. Стабильность откуда? Где нарабатывается? Во время тренировочного процесса. Все, работать только с головой, чтобы вот это давление от той атмосферы, в которой ты оказываешься, не вливалось в сорные элементы. Все. Это мое мнение. А на другое мнение и времени уже не осталось. Третье место по произвольной программе и третий в общей сложности. Матвей Ветлугин вслед за Александром Мельниковым. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Артур. Яркие эмоции на льду – это конек Артура Даниэляна. Не мудрено, что он воплощает такую ироничную тему, как «Семейка Адамсов», многоплановую, стильную, с запоминающейся музыкальной начинкой. Компоненты его катания – основное оружие в борьбе за призы. Но нужен Сальхов. Третий после короткой Артур Даниэлян из группы Рукавицына.
Браво Артуру Даниэляну! Призер этого казанского этапа Гран-при на ваших глазах. Нет, на ваших глазах сейчас Валентин Молотов и Женя Рукавицын. Конечно, порадовал абсолютно всех. Справился, да, минимальное количество четверных прыжков, но здесь, я уже говорил ранее, и мы все говорили об этом, здесь нужно сделать свой выбор. Идти ва-банк порой, не особо будучи уверенным в чистом исполнении того или иного прыжка, либо чуть-чуть снизить планку и вот таким образом, плюс хорошие надбавки по второй оценке, безусловно, помогут Артуру быть в тройке. Ну, в то, что он в тройке, уже не вызывает никаких сомнений. Да, действительно, программа такая очень яркая. Мы видим, как и зал его встречает, и Евгений Рукавицын сейчас очень довольны. Ну, в этой программе какое-то минимальное количество ошибок было, но можно поздравить. Ничего не говорите. Промолчи. Может быть, и мы помолчим, но, собственно, здесь и все было сказано, сделано на ваших глазах. Эмоциональный. Начал свою произвольную программу Артур с четверного Сальхова. Абсолютно чистого. То как раз этот элемент вчера у него не получился. Тройной аксель. Поборолся немножечко на выезде. Все равно в плюс поставили. Тройной Ридбергер. Ну, здесь вообще, да, здесь эталонный прыжок. Тройной Луц. И мне нравится смотреть, хода не так много, но у него такая техника на втором, именно вытягивание, переносит вес своего тела как бы с опор ноги через толчковую дальше. И руки как раз-таки помогают в этом варианте с минимальным ходом сделать 3-3. Ну и плюс мы уже говорили о том, что руки подняты наверх. Раньше они добавляли как-то в баллах, сейчас нет. Но они по доброй традиции уже вытягивают спортсмена, не дают ему нагнуть корпус в какую-либо из сторон. Программа очень классная, эмоциональная и прекрасно отыгранная Артуром. С судьями позаигрывал немножечко. И сейчас она сияет гораздо ярче, чем на своем первом этапе. У каждого свой зритель. Артур туда поцелуй писал Мария Захарова, нам всем сюда на комментаторскую позицию. Моя семейка Адамс. Твоя семейка Адамс. Возьми нас в свою семью, Артур. Я буду не знаю кем. Я обещал. Газонокосилкой на улице. Артур Даниэлян Молодец. за произвольную программу набирает 167,3. Первое место по произвольной программе. Общий результат за две программы составляет И он впереди. 205,5 На данный момент, участник занимает первое снова попав на пьедестал. Встречайте на льду еще один представитель города Санкт-Петербург. Глеб Лутфулин. Серебряный призер чемпионата России Глеб Лутфулин здесь как дома. Публика помнит и ценит земляка. Его тренирует Алексей Мишин, а сегодня у бортика и молодой тренер, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. По признанию самого Глеба, работается интересно, в кайф. Произвольная, крестный отец. О проблемах, которые вам и не снились. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima piange, addolorata, non si
si t'appaci chi sta in una mala buttata. Passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi si ti dà qua da io, si ti dà mori, a la canto. Non c'è nudo casa faccia lu barconi, sì non c'è nudo casa faccia allu barconi. Вот это турнир, вот это борьба, вот это красота. Какие замечательные парни выступают перед нами. И Глеб Лутфуллин. Вау! Выстоял, выдержал, дожал до самого конца. Просто красавчик. Мы вчера уже говорили о том, как проходят здесь тренировки, о том, что вчера сыграла сказанная нами, озвученная с Мишей, эта формула, что многие-то пока еще помнят. Действительно, он достаточно стабильно выступал в прошлом сезоне, стал серебряным призером чемпионата России, но потом вот такая череда неудобств, и не только спортивных, но и жизненных. Об этом, если захочет, сам спортсмен расскажет, но через достаточно трудное время проходит. Но вот действительно выстоял. Вот наконец-то Елизавета, потому что может улыбнуться. Тактический ход правильный. А вот стратег, Алексей Николаевич? Имеется в виду Луц начальный? Или какой тактический ход? Я думаю, что да. Не стал идти в атаку на четверном. Вот спокойненько начал. Для того, чтобы успокоиться, почувствовать состояние дворца. А дальше? А дальше тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. И четверной тулуп сейчас на ваших экранах. Чуть-чуть не докрутил, кивнул спиной. Ну, на четверном тулупе абсолютно верно ставит небольшой недокрутик. Он такой, опять же, пограничные прыжки. Кстати, Женя Семененко, желаем тебе скорейшего выздоровления. Понимаю, может быть, не в тему, но, опять же, катаются в одной группе, тренируются в Санкт-Петербурге. Мы ждем тебя, Жень. Давай, возвращайся поскорей. А Глеб в интервью сказал, что почище бы выезды надо делать. Да, действительно, есть такое у Глеба, что у него выезды коротковаты.
Но в целом парень-то сегодня выдержал, справился. Сделал, кстати, хороший. Да, это такая какая-то фишечка, что у Семененко, простите опять, да, что у Глеба они прям клюют так носом. У Глеба это в меньшей степени выражено, но все равно они, я знаю, очень плотно работают над этим. Сразу скидывают руки наверх, чтобы поднять тем самым тело. И сегодня к судьи, кстати, немножко пожалели еще спортсмена, потому что, конечно, больше было недокрутов, но заслуженно, абсолютно заслуженные эмоции. Татарский наряд. Да, приоделся по-праздничному. Болельщики посодействовали. В напряжении тренеры Лиза Туктамышева, Алексей Николаевич Мишин считают, видимо, в уме в том числе, баллы, а баллы таковы, что для победы, точнее для того, чтобы сохранить свою лидерскую позицию, второе место, которое у нее есть после короткой программы, нужно набрать бы Глебу Лутфуллину 165 баллов. Наберет. Нужно тут очень аккуратно математически к этому подойти. Мы понимаем, что судьи сейчас пересматривают элементы в плане недокрутов, а каждый недокрут может очень болезненно ударить. Тут бальчик, тут 2 бальчика и... Глеб наш татарин. Красиво. И Алексей Николаевич Мишин тоже с серьезным видом на этом постере. И набирает он 159 баллов, а это 4-е место по произвольной программе. И он уступает Артуру Даниэляну в борьбе на пьедестале. Оказывается, ну, потенциально на 3-м месте. 246-92. В программе Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Чемпион России, невероятно техничный фигурист, скромный работяга и творческий парень Владислав Дикиджи. Он заполучил лидерство в короткой программе, даже сорвав заключительное вращение. Говорит, ошибся со шнуровкой, не смог сесть. Его произвольную программу ставили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин «Ночь на Лысой горе» с вызывающими фортепианными акцентами. Повод для самовыражения. Долой скромность!
Да, какое-то колдовство. Дьявольщина царит здесь. Не может просто встать. Давайте поможем ему, поможем. Вставай! Вставай! Да, было! Да, мы тоже подустали от проката, но потому что вместе со спортсменами, особенно с теми, кого ты очень хорошо знаешь, проходит тот или иной прокат. Но вот опять же колдовщина, да, это вот эта фантастика интересовала Мусорского еще ой-ой-ой-ой-ой, когда. И как раз «Ночь на Лысой горе», такая вот, наверное, скорее всего, колоритная картина такого вот шабаш, духи тьмы. И здесь дьявольщина и это колдовство, на мой взгляд, царило в том, что парень просто... Это он. То есть это не просто друзья и близкий круг, а он — это и есть четверные прыжки. Техника — это и есть Владислав Дикиджи. Очень насыщенный, волнительный прокат. И мы действительно переживаем за каждого участника и катаем вместе с ними. Но выходить последним — это, правда, тяжело. Но сейчас давайте посмотрим четверные. Первый — Луц. Длинный выезд. Чисто. Здорово. Судьи надбавили 3.45 за этот прыжок. Потрясающе. Но если он делает это вправду, это как по учебнику. 15 баллов за один прыжок. Сейчас был на ваших экранах четверной сальхов с тройным тулупом. 16.62 он получает. За технику набрал 103 балла, больше сотни. И это абсолютно оправдано. Во второй части четверной сальхов. Затем тройной аксель. Оллер. Кстати, немножко повело корпус. Сальхов. Ты видел, да, Миш? Спас. Да. Вот мы сейчас с вами видели. И тройной лут с руками наверх. Очень сильно я переживал за его вращение. Было видно, конечно, что в дорожке он тоже устал и уже из последних сил выжимал и доделывал, дорабатывал. Ну вот, просто невозможно. Отдал всего себя. И зрителю, судьям, нам. А что с коньками? Вот в интервью говорил он, что пережал коньки. У вас вроде была беседа какая-то на эту тему. Действительно, есть такое, что когда ты выполняешь сложные четверные прыжки, ты туго шнуруешь коньки. Когда ты хочешь показать конек, вращение, тогда ты не так сильно завязываешь. Ну, интересно, как он сегодня зашнуровал свои коньки. Обязательно спросим у него. 184 балла. Почти на 20 баллов преимущества в произвольной программе и на 26 в общей сложности. Он первый чемпион. Чемпион Олег Татауров сегодняшнего дня с тренерской стороны. Влад Дикиджи занимает первое место и, соответственно, выигрывает золотую медаль. Но все же все есть. Дальше расти в плане артистизма, презентации. На такой железобетонной базе. Разве это не здорово? Разве На мой это не взгляд, кайф? легче развиваться, имея арсенал тройных и четверных уже в плане презентации, нежели в другую сторону. Посмотрим. На все ответит только время и новые старты, на которых мы будем с нетерпением ждать Владислава. Чемпион уже готов поделиться эмоциями в интервью Евгении Медведевой и Максиму Транькову, которые поджидали его в Кисенкрай. И мы вновь передаем привет из Казани, где только что на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию на коньках закончились произвольные программы мужчин. И уверенную победу, как и год назад, одержал Владислав Дикиджи. Влад, мы тебя поздравляем. Но какой-то ты нерадостный. Что по эмоциям у тебя? Нет, конечно, я рад очень сильно. Просто еще больше рад, что данные соревнования закончились. И вроде как достаточно неплохо. И облегчение просто небольшое. Облегчение. Нормально все. Все, очень рад, очень рад. А двойной аксель просил спросить тебя, где ты его забыл. Я обычно цепляю его ко второму сальху во второй половине. Но
неожиданно у меня получился Сальхов, который обычно не получался. И я немножко выпал с этого, а к Луцию уже не стал добавлять. Ну да, немножко слабину себе дал, наверное, чуть-чуть. Победители не судят, мы тебя поздравляем. Я думаю, двойной аксель на тебя не обиделся. Двойной аксель — это обязательный элемент для выполнения в произвольной программе у мужчин. И ты настолько был уверен уже в своей победе, что мог выпустить обязательный элемент? Ну, если честно, то да, там уже в голове я все подсчитал примерно, сколько у меня получится. И хотел немножко сэкономить сил на акселе, чтобы помощнее дорожку откатать. В итоге не особо мощно вышло, но пойдет. Первый блин. Чуть-чуть комом на дорожке. А потом обязательно будет лучше. Но ты дашь себе немного выдохнуть? У тебя будет время куда-нибудь сходить, поесть, пообщаться с ребятами, потусоваться, может быть? Ну, я думаю, мы прилетим, денечек я отдохну, а во вторник в бой опять, потому что вот мне к Омску нужно готовиться. Думаю, дня хватит мне. Чем отличается Влад Дикиджи 2024 и 2025 здесь, в Казани? Если честно, да все такое же. На самом деле у меня было ощущение, что как будто прошлые соревнования в Казани, они были как будто бы вчера, время летит очень быстро, и я все остаюсь тем же, ничего не меняется. Твои планы на Омск? Будешь ли менять как-то контент, усложняться, может быть, упрощаться? Вообще, в зависимости от состава участников и соперников, меняется ли как-то по ходу сезона твой контент? Нет, но думаю, потом мы с Олегом Станиславовичем будем вставлять 5-й четверной. Вот, к Омску, я думаю, мы прокатаем еще с 4, такой же состав, только... А пятый это какой? Ну, скорее всего, Ридбергер. Это очень интересно, мы будем все с нетерпением ждать, потому что совсем скоро так-то этапы, а потом раз и чемпионат России, на котором нужно показывать свой максимум, конечно. Ну, я думаю, что в Санкт-Петербурге без всякой акклиматизации, без переездов контент довольно легко тебе дастся, надеемся. Или все-таки нелегко? Ну, я думаю, что в любом случае нужно будет попотеть, поднапрячься немножко. Сомневаюсь, что легко будет, но посмотрим, как пойдет. Спасибо тебе большое. Мы отпускаем тебя отдыхать. Ты сделал сегодня вообще абсолютный свой максимум. Мы все тобой гордимся и очень ждем тебя в Омске. Мы отпускаем Влада, а с вами, дорогие телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро к нам в студию придет олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова и поделится нам своими впечатлениями от прокатов мужчин в произвольной программе. Ань, привет, мы рады тебя приветствовать в нашей студии, в нашем Kiss and Cry. Расскажи, пожалуйста, кто тебе понравился больше, кто меньше, кто произвел впечатление, а кто, может быть, наоборот, не дотянул до комплиментов от Анны Щербаковой. Ну, мужское одиночное сегодня определенно порадовало, и особенности, конечно, тройка лидеров, потому что все ребята показали очень достойное и максимально близкое к чистому катанию, выступление. Конечно же, Влад Дикиджи очень радует, что уже который сезон подряд он держит такую стабильность и не сбавляет уровень сложности при этом, потому что сегодня, конечно, техническая оценка — это просто что-то космическое было от Влада, хотя, наверное, мы уже начинаем привыкать к тому, что он такой уровень показывает. Очень порадовал сегодня Артур Даниэлян чистым прокатом, потому что много сложностей у него было последние сезоны, и вот сейчас они немножко сделали ставку больше на чистоту исполнения, потому что у Артура прекрасные и очень компонентные программы, прекрасные скольжения, катание, интерпретация его программ. Зрители всегда очень бурно реагируют на его прокат, и вот сейчас, когда они немножко, может быть, сделали шаг назад в плане техники и чуть-чуть облегчили программу, он стал их выкатывать чисто, и они сразу, мне кажется, засверкали, засияли, и он сразу в борьбе за самые высокие позиции. Так что здесь это определенно рабочая тактика. Вот. Ну и Глеб Лутфуллин тоже в целом порадовал. Мне кажется, что он еще только находится в процессе того, что он набирает форму.
уже по сравнению с контрольными прокатами выглядит намного увереннее и программу усложнил, добавил четверные прыжки. Видно, что пока еще набирает, но уже очень достойно, мне кажется, проявил себя. В первой разминке катался Александр Мельников, который провалил свою короткую программу, а он уже был призером этапа Гран-при в Красноярске, бронзовую медаль завоевал. Вот такой камбэк, как тебе оценила? Что парень не сдался, реабилитировался в произвольной программе и показал, что все-таки с этим одиночником в этом сезоне тоже нужно считаться, как мне кажется. Да, точно проявил себя сегодня очень хорошо. И мы вчера обсуждали, пытались гадать, что же не так. Возможно, акклиматизация сыграла, возможно, не успел восстановиться после предыдущего этапа. А вот сегодня он доказал, что нет, это была не случайность, что он действительно готов бороться тоже за самые высокие позиции. И уверена, что если бы не неудача в короткой, то благодаря вот такой шикарной произвольной он бы мог, конечно, побороться и за тройку лидеров вновь на этом этапе. Хочу еще отметить такую артистичность и харизматичность этого спортсмена. И я уверена, что по ходу сезона, я надеюсь, что мы увидим более чистое исполнение этой произвольной программы. А чем чище программа, тем ярче она сияет. Поэтому желаем спортсмену только самого-самого лучшего, чтобы наслаждаться этой произвольной программой. Максим, кого еще сможешь выделить? Матвея Ветлугина, конечно. И прежде всего я хочу выделить не Матвея Ветлугина, а как за него болеют. Потому что мы наблюдали за девушкой, которая плакала в истерике, просто сидела, переживала с плакатом «Да, мы любим тебя, царь». Не может пока себя найти в этом сезоне Матвей Ветлугин. 2 падения допустил. Стоит ли вот такой контент делать? Или, может быть, нужно взять пример со своего одногруппника, с Даниэляна, и облегчить программу? Ведь тоже компонентный парень. Да, здесь, я думаю, можно много рассуждать, потому что, наверное, интерпретация программы — это тоже сильная сторона Матвея, а вот стабильности ему определенно не хватает. Видим мы, да, что на четверных прыжках были ошибки, а самое обидное, что и в конце на тройном прыжке тоже была ошибка. Но при этом зато сегодня 2 прекрасных Луц Ридбергера сделал, которыми вчера не справился. Возможно, стоит немного пробовать менять контент от старта к старту, смотреть, какие четверные прыжки лучше получатся, потому что вот, например, четверной флип и в короткой, и в произвольной программе очень уверенно выполнил и идет на все 3 разных четверных прыжка. Возможно, как раз для того, чтобы смотреть, какой прыжок в старте получается лучше, какой стабильнее. И надеюсь, что главным стартом они подберут самый оптимальный набор, который Матвею удастся выполнить и не терять баллы на каких-то ошибках. Складывается ощущение, что у Матвея все-таки старшие ультраси идут получше, все, что выполняется через зубец, потому что, ну вот, с течением нескольких сезонов можно было наблюдать, что флип нормально, реберные как-то не совсем хорошо идут. Ну, он еще пользуется такой лазейкой в правилах и делает 2 одинаковых каскада сложнейших во второй половине. Он делает Луц Ридбергер 3-3, 2 абсолютно зеркально одинаковых каскада. То есть у него повторы уходят именно в эти элементы. Да. И, Ань, ты когда-нибудь, ты же тоже прыгала с Ридбергером каскады? Никогда не думала так же сделать в произвольной программе? Нет, таких мыслей не было. Мы как-то рассчитывали максимально, что максимально выгодные баллы получать, и одного вполне было достаточно. И мне, честно говоря, эмоционально тоже одного было вполне достаточно, потому что очень коварный каскад. И то, что Матвей в короткой программе на него идет и в произвольной, это, конечно, всегда риск, но всегда очень зрелищный элемент. И мы всегда очень с уважением относимся к спортсменам, которые исполняют каскады с Ридбергером. Новая произвольная программа Макара Игнатова. Сегодня была премьера, очень интересный образ. Ваше мнение? Мне очень понравилось, как нашли образ именно вот этого Джокера. Он действительно он похож очень на похож, него. да, как в кино, и прическа проработана, и костюм проработан. Но опять же боролся. И мне кажется, что Макар где-то упускает вращение, дорожки. Ну, давайте не забывать, что Макар пропустил контрольные прокаты, и для него он только как будто бы еще начинает вкатываться в сезон, и сразу же при этом со сложнейшим контентом, множеством четверных прыжков. И сегодня, мне кажется, он показал, что он в довольно неплохой форме находится, тем более для начала сезона. Думаю, что как раз все эти нюансы будут дорабатываться, будет добавляться чистота исполнения элементов, и как раз вот все вращения, дорожки почистят. И это очень хорошая заявка для того, чтобы бороться за, мне кажется, самые высокие места.
Да, у него следующий этап уже в Москве. Там очень богатый состав, и Гуменник, и Савосин. Прям Женя Семененко заявлен. И будет большая конкуренция, за этим будет очень сильно интересно наблюдать, конечно. Да, там прям мини-чемпионат России, поэтому всех приглашаем в Москве посетить уже 4-й этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках, потому что действительно там будет настоящая битва, будет очень интересно. Мы, наверное, завершаем нашу студию после мужчин-одиночников, потому что совсем скоро на лед уже выйдут спортивные пары. Мне нужно бежать их комментировать. Мы обязательно с Женей еще здесь увидимся, обсудим прокаты ребят, выступающих в дисциплине парное катание, и, конечно, поговорим с победителем в этом виде программы. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Головокружительная борьба нервов на пределе физических возможностей ждет нас в парном катании. Изящная и стильная пара Елизавета Осокина, Артем Грицаенко чисто и с душой откатали свою драматичную короткую программу, благодаря чему заняли 3-е место. Они раз за разом повышают уровень сложности и компонентов, чтобы составить конкуренцию двум лидирующим парам, а те срывают элементы на нервной почве. На 2-м месте Александра Байкова и Дмитрий Козловский со срывом прыжка Сальхов. Тем выше эмоциональное напряжение, ведь сегодня эта отчаянная пара пойдет на выполнение четверного выброса. Их основные соперники Анастасия Мишина и Александр Галямов. Тоже титулованные. Европа, мир, Олимпиада. Тоже мощные. С потрясающим взаимодействием в дуэте. Но они тоже не смогли откататься чисто. Поэтому отрыв после короткой программы невелик. Ученики Великой Тамары Москвиной не будут идти на рекорды. Сегодня для победы им достаточно будет сделать чисто свой привычный набор элементов. Уважаемые дамы и господа, всероссийские соревнования Гран-при России и 2025 продолжаются, и через несколько минут на лед выйдут спортивные пары, которые представят свои произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Мария Крипоносова-Гребнева, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 2 Лолита Лапунская, Москва. Судья номер 3 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Елена Левковец, Екатеринбург. Судья номер 5 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 6 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Светлана Кандыба, Москва. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Майя Шигай, Андрей Шеверков, Пермский край. Анна Карпур, Алексей Хвальков, Санкт-Петербург.
Вероника Меренкова, Даниил Галимов, Краснодарский край. Разрешена 6-минутная разминка. В завершении этого увлекательнейшего дня на Гран-при России по фигурному катанию в Казани происходит соревнование спортивных пар в произвольной программе. На комментаторской позиции двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Как настроение перед этими головокружительными соревнованиями, которые нас ждут? Я надеюсь, что они будут головокружительными, действительно, как ты и сказал. Но для нас Прежде они для всего, спортсменов, здравствуйте, да? дорогие любители фигурного катания. Хочется пожелать парам стойкости, прежде всего, стойкости, потому что нужно выезжать из высоченных выбросов нашим девчонкам и стоять на прыжках. А у нас на льду 3 первые пары в первой группе. Это Майя Шигай и Андрей Шедерков, которые тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко и Егора Закроева. Ей 18, она из Санкт-Петербурга, каталась у Великовых до переезда в Пермь. Свой дебютный сезон во взрослых в паре с Андреем, которому исполнился 21 год, на ваших экранах тренерская группа в составе Павла Слюсаренко и Егора Закроева. Ну и на своем первом взрослом этапе Гран-при в Магнитогорске пара была 5-й. И хотелось бы, безусловно, улучшить этот результат, потому что есть очень эффектные элементы у этой пары, и нужно стремиться двигаться вперед. На льду Анна Карпук и Алексей Хвалько, а также на ваших экранах. Они как раз представляют Санкт-Петербург и тренировочную группу Людмилы Великовой, которая лично сегодня здесь присутствует на этих соревнованиях. В произвольной программе Анна и Алексей катаются под произведение канадского певца и автора песен Патрика Уотсона. В текущем сезоне на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга получили бронзовую медаль. Первый сезон проводят вместе. Ну и они тоже большие молодцы. Как сопереживает тренер, глядя на разминку своих спортсменов. Бесценные эмоции. Вероника Меренкова и Даниил Галимов также дебютирует в этом сезоне во взрослых соревнованиях. Ей 16, она из Норильска, но 10 лет живет в Сочи. Даниил 21 год, его родной город Казань. За это он получает здесь, в Дворце спорта, дополнительные аплодисменты. Ну, любят здесь своих, а публика, как уже было сказано, очень теплая, что отмечают все комментаторы и все наблюдатели. Победитель первенства России старшего возраста 23 года, победитель юниорского финала Гран-при 24 года, на своем первом взрослом этапе Гран-при в Магнитогорске заняли 4-е место. Ну а произвольная программа поставлена на произведение композитора Фредерика Ллойда и Матиаса Фриче. А интересно, тяжело вот парам последним выступать в этот день? Ну, я думаю, что еще совсем не поздно. Как раз самое комфортное, как мне кажется, время для выступления. Можно и потренироваться не так рано, и днем передохнуть, погулять, поспать, кто как готовит себя к соревнованиям. И потом спокойно прийти на каток и уже в бодром таком состоянии духа и тела выйти и катать свою произвольную программу. Поэтому мне, например, наоборот, нравилось вот именно выступать в парах, потому что всегда выступаешь вечером, и распорядок дня особо не меняется по сравнению с твоим тренировочным днем дома, когда ты готовишься к турниру. Ну, тем лучше. Пожелаем тогда парам удачи в этом деле. И обратим внимание на то, как они разминаются. Но тут не без срывов, так и выбросы некоторые идут мимо цели. Да, разминка, пока прощупывают, так скажем, лед.
ребята, и с попеременным успехом в первой разминке у них получается. Хотя вот сейчас прекрасно выполненный амплитудный выброс флип у Майи Шигай и Андрея Шадеркова. Ну вот у них их выбросы. Как его можно было бы охарактеризовать, кроме того, что он высокий? Он какой-то еще особенный по технике исполнения или что Просто это? амплитудный, да, высокий, пролетный. Это все оценивается. Чем выше и дальше партнерша улетает, это всегда эффектно, это всегда нравится и зрителям, и не оставляет равнодушным абсолютно никого, потому что даже иногда ахает зал от того, как девочки высоко летают и приземляются. Самое главное, с такой высоты. Но большая высота на выбросе — это все партнер или все-таки... Ну, это парный катание, совместная работа. В каждом элементе участвуют оба. Нужно очень хорошо соблюдать ритм совместный. Партнерша тоже отталкивается. И руками причем отталкивается тоже от рук партнера. Поэтому эта работа обоюдная. Закончена разминка, и настраивают своих спортсменов Павел Слусаренко и Егор Закроев. Они будут выступать первыми. Для исполнения произвольной программы Действительно, мало кто парит так высоко над льдом, как Майя Шигай. Вместе со своим партнером Андреем Шадерковым у них еще все впереди, но нужна стабильность в выполнении элементов. Срыв на прыжке накануне откинул их на последнюю строчку после короткой программы. Пора взлетать выше.
Начало соревнованиям положено. В невероятно эмоциональном ключе завершают свое катание. Ну, не столько по постановке, сколько эмоций соревновательных. Майя Шигай и Андрей Шедерков. И, конечно, вот когда мы говорим об этой паре, мы все время отмечаем, вот, она летает выше всех, это самый высокий пролетный выброс. Но вот, а на что еще можно с положительной точки зрения обратить внимание в катании этой пары? Ну, очень хорошая у них подкрутка, высокая. Это тоже отличает эту пару. И амплитудность этих элементов, она говорит о том, что ребята уже так скатались вместе, что они хорошо попадают в темп. Нет у них сбоев в этом моменте. Но вот, к сожалению, с прыжками, как и вчера, не получилось справиться. Сегодня Андрей подвел свою партнершу Майю. Вчера Майя, сегодня Андрей. Но сегодня она молодец. Умничка, говорит тренер. Одинарный аксель, двойной тулуп. Все. Сколько баллов? И считают баллы. Ну, просто Майя и Андрей вот уже не в первый раз, да, перед нами выступают в этом сезоне. И заниматься прям там скрупулезно считать эти баллы нам как-то немножко странно уже, потому что, ну, либо делается эта программа, либо не делается. Мы же не тренерский штаб, да, чтобы там заниматься этим разбором. Но поэтому хочется как-то вот, во-первых, в целом пожелать паре движения вперед, какой-то стабильности. Что, действительно, вот подслушали мы, что тренер сказал, и я тоже соглашусь. Ну, не получился выезд из первого двойного акселя, да, жестко, там на зубец партнер пришел. Но можно же сделать полтора оборота акселя, двойной тулуп добавить. Зачем делать просто перекидной и одинарный тулуп и терять на этом какое-то количество баллов? Это не так сложно сделать одинарный прыжок. То есть основной вопрос, наверное, в концентрации, в какой-то психологической подготовке, в организации себя, что ли, чтобы голова не отключалась на соревнованиях, вот, и не происходило таких ситуаций, когда ты вдруг теряешься и не знаешь, что тебе и как делать. Хотя, наверное, просто с закрытыми глазами можно делать те элементы, на которых сейчас вот был этот срыв, да, прыжковые. Да, и на разминке все хорошо получалось у Андрея. Просто, может быть, немножко первый стартовый номер добавил нервов. Он постоянно у них первый вываливается и постоянно сбивает им настроение. Ребята, мы желаем вам удачи. Соберитесь. Для исполнения произвольной программы на лед Анна Карпук и Алексей Хвалько из школы Великовых будут исполнять свою произвольную программу. В списке их элементов параллельный Луц, а также Сальхов, что говорит о техническом разнообразии и желании двигаться вперед. А ведь они вместе лишь первый сезон. Кататься будут под пение Патрика Уотсона. Would you rather be more than the things that you say? Just be the words that you sing to yourself in your head. When nobody's around. Or would you rather be a part of the crowd or just a single sound? Waiting to be heard. Do you know what I mean? Our busy lives
Dreaming of a lighthouse in the world. Help us get back into the world. I know I've seen you fall. Won't you shine a little arms now? Won't you Ну как же так, Анна Карпук, Алексей Хвалько. Сегодня такой сумасшедший день у нас на Гран-при в Казани. И так много мы увидели всего великолепного. И уж никак не были готовы к таким невероятнейшим ошибкам, мучениям и страданиям, как во время программы, так и после нее у Анны и Алексея. Какая красивая пара и как жалко. Расстроены ребята, и мы это видим по их эмоциям, за голову буквально хватаются ребята. Ведь начали так хорошо, но потом такое страшное падение у партнерши, что так в себя и не пришли ребята. Да, первыми стоят прыжковые элементы у спортсменов, и этот луц, который мы все ждали, это интересно всегда, когда в спортивной паре исполняют луц, и они это умеют делать, и это так красиво. Все. Я думала, ну ладно, как блин. Господи, подними, пожалуйста, если в состоянии. Да, слышим мы разговоры спортсменов и тренеров. И, видимо, так легко получается луц у Ани, что она говорит, ну как я могла луц сорвать? Ладно бы каскад, а луц же я делаю всегда. Но не сегодня. Сегодня что-то не получилось. Хотя вот каскад очень хорошо сделали. Тройной сальхов и 2 двойных акселя. Но такое падение ужасное. Просто чуть лицом об лед не ударилась партнерша. Не самая амплитудная подкрутка, но, тем не менее, выполнена на 2-й уровень сложности. Выбросы тоже, к сожалению, не без ошибок были исполнены. Да, вообще... И вот это, наверное, самая дорогая ошибка, потому что совсем без элемента остались ребята, то есть сорвали поддержку. Коварная поддержка Ласса 5-й группы. Если не попадаешь в толчок, то уже не дожать. Наверх партнерш. Тоже касание льда рукой на выбросе на 2-м. И в дальнейшем Леша хорошо поддержки сделал. Обе оставшиеся, казалось бы, сорвал 1-ю, когда еще были силы.
а к концу программы поднимал и довольно легко. После такого падения... Бабочку, даже если я сделаю. Вот это просто очень обидно. Продолжает переживать партнерша. Спасибо. Поддерживают болельщики, их благодарит Ребят, просто не хватило. Алексей. В смысле не хватило? Да блин, лук поддержка второй. первая. И лук второй. Нет, Мы наоборот к последней половине мы собрались. Потому что, каскад хорошо. ребят, это начало. Это начало Получается. пути. Поддерживает тренер, конечно, Людмила Георгиевна. Алексей Фалько за произвольную программу набирают 94 целых. Конечно, они уступают в произвольной программе свою позицию Майе Шигай и Андрею Шадиркову и занимают последнюю строчку на этом турнире. Печально и удачи вам, ребята, соберитесь. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Вероника Меренкова. Недавние победители юниорских соревнований, включая финал Гран-при, Вероника Меренкова и Даниль Галимов приехали в Казань из Сочи, где они тренируются в группе олимпийского чемпиона Федора Климова. Ребята были 4-ми на Гран-при в Магнитогорске, а здесь забраться на пьедестал еще сложнее. Но почему к этому не стремиться? Was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire won't make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you.
Серьезные ребята. Вероника Меренкова и Даниль Галимов. Очень-очень хорошо сегодня. И вчера они были так, в общем, довольны своим катанием. Конечно, не без оговорок. Ну и сегодня, если бы еще не эта ошибочка на прыжках, ну классно же. Ну скажи, что классно, скажи. Да классно, классно. Я просто наслаждаюсь тем, как зал приветствует ребят. Действительно, зажгли сегодня, сами довольны. Да, там недокрутики найдут на прыжках, и ошибка была на каскаде, но, тем не менее, очень здорово катались. И при родных для Даниля трибунах, конечно, реакция зала ожидаемая. Со всех сторон кричат: «Даниль, Даниль!» Молодцы, кричат, молодцы. И мы видим радость ребят. Красивая пара, хороший дуэт. Не перестаю делать комплименты этой паре, потому что действительно не теряются они, перейдя на взрослый уровень. Стараются делать сложные элементы, заявляют тройной Ридбергер параллельный. Оба выброса и флип из альхов были сделаны очень хорошо. Вот мы видим Ридбергер выполненный. И здесь находят на двойных акселях недокруты, но они действительно видны, и это невооруженным глазом. То есть тут даже спорить не буду. Расстегнулась штрипка на брюках у Даниля. Практически больше половины программы он катал, но его это не отвлекло. И, в принципе, он справился. А вообще, однажды у меня вот так расстегнулась штрипка на турнире в Канаде, на Skate Canada, и рефери остановил программу. Чтобы лишил... избежать падения. Да, Но она, может, у тебя длинная была? Нет, такая же точно. И получил я за это -1 балл или -2, я уже не помню. Заставили потом продолжать программу или сначала? Ну, конечно. И мы, кстати, очень хорошо чисто ехали произвольную программу. С Марией Мухортовой это еще было. И тем самым только на 2-е место нас отправили. Потеряли такие нужные баллы. Поэтому нужно внимательнее к инвентарю относиться. Даниль. Папа, привет. Бабушка, дедушка. Всех люблю. С хорошим настроением, и приветы передаются совершенно иначе. Показывает семью Даниля. Федор Александрович, Дмитрий Николаевич, Софья Геннадьевна. Всем привет. Привет Ребята тренерам в наши, Сочи всем. летит. Из нашей группы. Всем привет. Климову, Евдокимовой. Даня. Сарину. Ждут ребята оценок. Вероника Меренкова, Даниль Галимов за произвольную программу набирают. И за свою очень эффектную и музыкальную программу они получают достаточную сумму, чтобы быть сейчас на первой позиции. Ну и пусть это будет заявкой для той группы спортсменов, которые выйдут на лед через несколько мгновений. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Александр Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Следующая группа участников на льду. Это пары, которые лидируют, занимают места с 1 по 4 после короткой программы. Здесь и самые титулованные пары российского фигурного катания, и те, кто претендуют таковыми быть, и те, кто только начинают свою атаку. Очень красивые спортсмены, очень слаженные пары, и, конечно же,
наблюдать за этими соревнованиями будет одно удовольствие, но и волнение. Ну а разве волнение — это тоже не удовольствие для нас, для ценителей спорта? Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, серебряные призеры первенства России, бронзовые призеры спартакиады сильнейших в Магнитогорске, призеры этапов Гран-при. Спортсмены тоже представляют пермскую школу фигурного катания, и тренерский штаб в составе Павла Слюсаренко и Егора Закроева находится здесь. Сергей Плишкин ставит им программы. Как известно, Юлия из Казани, ей 20 лет, Алексею 23, он из Санкт-Петербурга. Прошлый сезон пропущен из-за травмы, а точнее из-за, ну, скажем так, по причине здоровья. Спортсмены в бронзу в Магнитогорске уже взяли, ну а произвольная программа Терра Росса нам очень понравилась тогда. Ждем ее и сейчас. Еще одна великолепная пара: Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Бронзовые призеры первенства России среди юниоров, победители призеры этапов Гран-при России, чемпионы России по прыжкам. Ей 18 лет, и она тоже родилась в Казани. Ну что за праздник для этих гостеприимных трибун. Артему 23 года, он из Челябинска. Спортсмены работают в Перми тоже у Слюсаренко и Закроева, и Татьяны Тудвасевой. Тоже Плишкин постановщик. А трибуны, надо сказать, очень хорошо разбираются во всем, что здесь происходит. Случайных людей, судя по аплодисментам, здесь практически нет, потому что все очень четко для себя отмечают, кто есть кто призер, кто чемпион, кому насколько громко аплодировать, но в общем и целом, конечно, всех поддерживают сумасшедшим образом. Александр Байкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года и двукратные чемпионы России. Они тренируются у Станислава Морозова, очень хорошо нам знакомого спортсмена, который выступал с очень известными впоследствии партнершами, но и, может быть, спортивных лавров каких-то мега-головокружительных не снискал, но всегда был человеком очень интересного творчества, надежным партнером. И вот сейчас в штабе Этери Тутберидзе Станислав Морозов с удовольствием работает с этими ребятами, и еще несколько пар у него тренируются. Это очень интересная работа, разворачивающаяся в таком важном месте, которое возглавляет Этери Георгиевна. Ну и в завершении этой группы Анастасия Мишина и Александр Галямов. Их выводит на лед Тамара Николаевна Москвина, легендарный наш человек, человечище, спортсменка, тренер. Абсолютно неугомонная, такая всегда умеющая и поддержать, и поговорить, и пожурить, и, как это молодежь говорит, поприкалываться. Тамара Николаевна незаменимый человек, хотя сама себя таковой не считает. Считает, что, ну, говорила как-то в интервью, что если ты не делаешь свою работу, значит, ее будет кто-то другой делать. И никаких незаменимых людей на свете не существует. Ну и также работает с Анастасией и Александром Артур Минчук, хореограф Николай Морошкин. Хотел я спросить у тебя, Максим, вот видели мы на предыдущем этапе, как делали четверной выброс Александр и Дмитрий. Ой, ого! Замерли мы, замерли. Но выезда не было. Но вот интересно, обязательно его сейчас сделать сегодня на этих соревнованиях? Как ты вот ощущаешь? Ну, это не обязательный элемент, конечно, чтобы его выполнять. А я имею в виду для борьбы с Анастасией, я думаю, что Александра борется сама с собой прежде всего, и это ее большая мечта на соревнованиях приземлить этот элемент. И я могу ей только желать скорее с этим справиться, потому что я, конечно, тоже за ребят переживаю. Переживаю за их тренера Станислава Морозова. И хочу, чтобы у них получилось откатать свою произвольную программу еще лучше, чем это было
на этапе в Красноярске. Ну, то есть абсолютно точно можно сказать, что вопрос же не в сегодняшнем этапе, да, правильно? И не в том, что вот сегодня нужно обязательно выиграть у Анастасии Александры и для этого пойти на какой-то головокружительный рекорд, а что нужно этот элемент вкатать, сделать, чтобы он получался в перспективе. Конечно, конечно. И самое главное, чтобы программа прозвучала, потому что очень хорошая программа. И если будут срывы, то не будет такого впечатления. И программа очень сложная, программа очень красивая. И в техническом плане сложная, и в хореографии. Поэтому хочется ребятам пожелать удачи. А в его исполнении. надавить на соперников таким образом можно? Вот когда делаешь мега шикарно, Ну, я влияет это думаю, психологически? что... На тебя влияло, например, Ну, на такое? меня не влияло. Я думаю, что всегда спортсмен на себе сконцентрирован. И все знают своих соперников, сильные стороны, слабые стороны. Поэтому все совсем скоро увидим. Разминка закончена. Супер. Бронзовые призеры Гран-при в Магнитогорске Юлия Артемьева и Алексей Брюханов здесь находятся пока на 4-м месте после короткой программы. Падение на Сальхове стоило им 3-й строчки. Пора входить в соревновательный ритм по полной, ведь соперники, они же, вот они, только руку протяни.
как трогательно и красиво и в таких взаимоотношениях проходит их катание и с какими-то такими элементами взаимодействия, которые, ну, прям заставляют вздохнуть. И не только парные элементы, но и вот какие-то хореографические такие решения, вот двигающие вперед диалог этих двух прекрасных людей. Очень мне нравится эта произвольная программа. Очень красивая, очень продуманная, каждое движение выверенное. Отмечал я уже эту программу на их первом этапе в Магнитогорске. Там у ребят, правда, не все получилось. А сейчас вот, когда все чище и чище ребят начинают ее катать. Вчера вот ты намудрила. Сегодня. Тройной Сальхов здесь поборолась. Юля лед не задела, молодец, отдернула руку. Одинарный аксель и двойной аксель. Тоже не без борьбы, но тем не менее справились ребята с этим элементом. Хорошая подкрутка. Третьего уровня. И тройной тулуп здесь тоже чуть-чуть вывалилась из круга партнерша и степ-аут так называемый допустила. Тоже отминусован будет элемент с выбросами. Все было в порядке. Тодос назад наружу. Отминусован, отплюсован, наоборот, сказал. Тодос? Выброс. Выброс отплюсован, конечно, Да, конечно. оговорился просто. Четкое, абсолютно четкое положение. Второй выброс Стритбегер тоже классно, с классным выкатом. Второй покруче был, конечно, выброс, да? По исполнению. И вот это прям... Да, красивая поддержка в хореопоследовательности. Написали ребята эту программу. Молодцы. Редко в хореографической последовательности вот такие вот делают вещи. Яркие парники. элементы, да. Обычно это все танцоры этим блещут. Но мы же говорили, что нужно друг у друга как-то потихонечку заимствовать какие-то интересные решения. Они у вас во вращениях, вы у них в хореографических каких-то поддержках. Здорово, что можно комбинировать. Развивается оба вида таким образом. Ну, все равно понятно, что танцоры никогда не будут делать выбросы. Им это будет всегда запрещено правилами, как бы они ни хотели. А вы, парники, ах, красота. Порадовались мы, конечно, за Юлию и Алексея. Раскачивается сезон, и будет очень красиво. Вдвоем ребята ожидают свои оценки, потому что следующими на лед выйдет пара из того же тренерского штаба. И тренеры не смогли присоединиться к ребятам, поэтому одиноко им в Кисенкрай пока. Пока ребята ожидают, судьи рассматривают их заключительное вращение, где в том числе сократили один уровень из-за отсутствия позиции. И их оценки лучшие как в произвольной программе, так и, конечно же, по сумме. На 8 баллов они не подпускают к себе Мирюкова с Галимовым. Прекрасная программа. И слово соперникам. Елизавета Осокина, родом из Казани, и Артем Грицаенко, родом из Челябинска, вместе на льду и в жизни, чтобы реализовать свои самые смелые мечты. Удивительно гармоничная пара, которая сегодня подарит нам драму взаимоотношений. Знаменитая душераздирающая танго Роксаны в исполнении Хосе Фелисиано. Это надо видеть.
to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can Me dejaste en un campo. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas luchar. Драматично, насыщенно, эмоционально. Снова выложились полностью. И как жаль, что эта драма не только постановочная, но и абсолютно реальная, в том числе из-за того, что нет пока чистого проката. Но как они выдерживают этот удар, как будто и не было этого сорванного в начале прыжка, а дальше отдают всех себя этому танцу. Классные спортсмены. Да, эта произвольная программа гораздо лучше была выполнена ребятами, чем на их первом этапе в Магнитогорске. Да, не без ошибок, но мы видим, что есть некий прогресс, что ребята работали, сделали выводы после того, как упустили золото в Магнитогорске. Но, тем не менее, конечно, когда такая ошибка, как падение, допущена, сложно радоваться своему выступлению. Уже традиционно. Не надо было садиться на первом, говорит Павел Слюсаренко Лизе. И вот мы видим эту ошибку. Хорошая подкрутка амплитудная. Немножко на ловле рука у партнера поехала, поэтому только уровень 2. Тулуп тоже немножко недокрученный. Шикарный выброс флип.
Кто-то крикнула, как будто бы партнерша после того, как его выехала. Мне казалось, что она так немножко корпус вперед подался на этом выбросе. Было даже страшно. Здесь поборолась выброс Ридбергер уже во второй половине программы. Хотела коснуться льда руками, но дожала без опоры, сделала все-таки на одну ногу. Насчитал 4-й уровень в Тодосе? Да, Тодос хорошо был сделан, без вопросов, 4-ка. Но это не самый сложный, скорее, самый простой Тодос. Поэтому... Грех было и не сделать. Да. Всем привет. Детки, привет. Вот несколько мелких недочетов, которые отмечали, и то, что где-то недокрут был в каскаде, где-то один уровень снизили, тут чуть-чуть поставили минус, и вы знаете, совсем чуть-чуть, буквально несколько десятых не хватило Елизавете и Артему, чтобы удержать свою позицию. И сейчас, заняв 2-е место по произвольной программе, они на 2-е место спускаются и по сумме 2 программ. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Четверной выброс сальхов сегодня в центре внимания в соревнованиях пар. Александр Байкова и Дмитрий Козловский уже исполняли его неделю назад в Красноярске, где они выиграли. Но уровень соперничества тогда был поспокойнее. Сегодня же в Казани все буквально звенит от напряжения. Нужно задирать планку, чтобы выбить соперников из равновесия.
пора. У нас есть красивейший совершенно четверной выброс Сальхов, сделанный в эфире прямо. И на этом катке в присутствии огромного количества свидетелей. Потрясающее достижение. Насколько он был красиво и эффектно сделан. И остается только пожимать плечами Станиславу относительно того, что было изначально на первом прыжковом элементе. Выиграли свои соревнования, свои личные соревнования эти ребята. И выполнили они этот выброс, который так они хотели покорить. И покорили они эту вершину, этот Эверест парного катания под названием четверной выброс. Как он был выполнен, шикарно. Вколотило буквально этот выезд в лед Саша. И это после такого начала. Просто холодный душ какой-то произошел. И доволен Дима, перекидываемся мы с ним жестами, показываю я ему класс, и он мне показывает класс. Немножко так без слов пообщались. Молодцы, ребята. Конечно, начало, Саша. Зачем она на этот третий аксель пошла? Он бы все равно вылетел бы. Сальховым компенсировали дуплю? Да. Ну, я считаю, это плюс один. Вот стартовый элемент, этот каскад из тройного Сальхова. И здесь двойной аксель. Уже все, ты встала на две ноги, ты уже не можешь прыгать еще один аксель. Зачем на него пошла? Зачем? Еще и упала. Потерял этот балл дедакшн. И он все равно бы не засчитывался, этот прыжок. Ну, не знаю. Саша, теперь говорим с восторгом, потому что вот так приземляет четко на одну ногу. Какой амплитудный этот четверной выброс Сальхов. Второй раз зал аплодирует этому, потому что здесь на огромном экране идет повтор этого сумасшедшего элемента. Ну и дальше уже ребята полностью справились со своей программой. Очень интересный тулуп. В повторе наблюдают соперники, как там дела. Конечно, все вышли смотреть на этот четверной выброс, потому что не только ребята, но и все, кто знает, на что они идут, выходят и смотрят, хотят увидеть это своими глазами. Сделают, не сделают. Действительно настоящий азарт. Хочется сказать, что что-то маловато стоит этот четверной выброс вот в таблице ваших элементов. Меньше 9 баллов получается, даже с плюсом почти 2 балла. Но как же так? Столько усилий. Ну, когда-то боролись с этими элементами из-за высокой травмоопасности. К сожалению, так. Может быть, пересмотрят еще как-нибудь. Но пока действительно... Передает привет Этери Георгиевне в Москву. Прекрасная пара, очень внимательные друг к другу. Внимательны не только в катании, но и в жизни. И тоже хотелось отметить, когда вот этот был злополучный каскад, про который Максим говорит, что зачем уже прыгать этот третий двойной аксель, а как внимательно Дмитрий смотрел за своей партнершей и надеялся, наверное, что она не будет его прыгать, но видит, прыгает, думает, ладно, тоже буду прыгать, двигаться вперед. Очень интересно. И они, конечно, впереди. Более того, за свой четверной выброс Сальхов они еще и получают балл бонуса на этих соревнованиях. И лидируют. И ждем выступления заключительной пары. Ученики Тамары Москвиной, Артура Минчука, Николая Морошкина — одни из самых титулованных спортсменов России, чемпиона мира, Европы, призеры Олимпиады Анастасия Мишина и Александр Галямов.
Их победная серия составляет в данный момент 8 турниров. Так давайте же танцевать под бессмертные хиты Элвиса Пресли. Вкатанная шикарная программа на льду, выдающиеся мастера. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Willie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it hard alone, because I'm evil. My little name is Willie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always do. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Увы и ах, увы и ах. Вот оно, отсутствие предсезонной подготовки из-за травмы у Саши.
И, к сожалению, пока не готова произвольная программа у ребят. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Сложно представить, что ребята сейчас чувствуют. И, конечно, когда столько ошибок, сложно улыбаться, сложно выходить со льда к тренеру. Но сегодня так, как есть. Что-то обсуждают ребята. Сейчас послушаем. Может быть, что-то услышим. Ничего. Огромное, конечно, спасибо публике за эту поддержку, потому что в какой-то момент даже показалось, что Анастасия дала сигнал Александру, чтобы и не кататься дальше вовсе. Ну, в начале замечательный каскад, который приносит им 12 баллов практически с Сальхова с двумя акселями. Подкрутка 4-го уровня. Выброс. Тройной Ридбергер. Тоже все в плюсы. И на своих каких-то ощущениях Тамара Николаевна держала это все на расстоянии, но для начала все перечеркнул прыжок, видимо, увидел уже в этот момент, в том числе вывалившийся сам партнер, что партнерша уже упала. Засчитали им 2 падения. Сначала стояло, что одно, но нет. Обоим засчитали падение. Коснулся руками. И здесь, вот в этот момент, показалось, что у Анастасии просто опустились руки. И это, конечно, очень драматичный момент. И Александр ей прямо говорил, на площадке было видно: пойдем, 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 поехали. И они все-таки включили настроение и поборолись. И сделали прекрасный выброс флип, получив за него хорошие плюсы, с красивым выездом. Но пропуск поддержки реверсивные, конечно, это очень серьезные баллы. Около 8 баллов теряют пары при пропуске такого важного элемента. Конечно, их опережение других пар, кроме Байкова и Козловского, наверняка позволят им занять как минимум 2-ю строчку, но для того, чтобы занять 1-ю, нужно, наверное, было набирать вот как раз баллов на 10-12 больше. Все дальше уже зависит от тех мелочей, которые подмечают только технические специалисты и судьи. Ну и, в общем-то, от математики, которая... Что спрашиваю, накатали, делали прокаты, для чего? Ну, одной недели проката достаточно. Раз. Конечно. Поднять можно и с места. Замер с места же поднимается. Не знал, ты все, конечно, Обсуждают, конечно, спортивную форму, подготовку в этом сезоне, готовность и то, можно ли выйти на соревнования после такого перерыва. И то, что мышцы забиты, и то, что сил не хватает. Но они сражались до самого конца. По произвольной программе, да, они проиграли еще и Артемьевой с Брюхановым. Буквально чуть-чуть. А по сумме 2 программ на 2-м месте и Александра Байкова, Дмитрий Козловский празднуют свою 2-ю победу в
в сезоне с таким потрясающим достижением, как четверной выброс сальхов. И так сложно шла у них эта программа в начале, но они справились. Огромные молодцы. Поздравления им и всему тренерскому коллективу, и Станиславу Морозову, и Терри Тутберидзе. Всему Хрустальному очередная победа и приветствие. А в завершении сегодняшнего головокружительного дня итоговое интервью с победителями в исполнении Евгении и Максима. Завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Идель 2025». И завершился он битвой титанов. Наши две лучшие пары разыгрывали сегодня золото. И в этой битве победили Александр Байкова и Дмитрий Козловский. Но самое главное, их победа личная, потому что сегодня сбылась мечта этих ребят, которые так долго к ней шли. Они выполнили чистейший четверной выброс сальхов. Поэтому про прокат попозже, а про вот этот элемент расскажите-ка нам поподробнее, Александр, что вы почувствовали, приземлив его. Ой, я была очень рада, но старалась сохранять концентрацию. Прямо перед выбросом мне Дима вслух и достаточно громко сказал: забыли первый элемент. Я такая думаю, да, забыли. Просто забыла. Ну да, забыла. Вот. Потом, правда, очень хорошая получилась попытка. Рада, что на соревнованиях это произошло. И что дальше? Вся программа пошла тоже в порядке. Мы были до конца сконцентрированы. Не было какой-то эйфории прямо во время программы. Это хорошо. Мне всегда больше интересно, что чувствует Дима, когда кидает свою партнершу в 4 оборота наверх. Ну, изначально это было очень большое напряжение, но по ходу сезона с исполнением определенного уже количества попыток все-таки ты понимаешь, что на этот элемент необходимо концентрироваться. Тебе нужно собираться, тебе нужно выполнять свою работу, поскольку я несу ответственность за партнершу, я понимаю, что я могу только помочь исполнить этот элемент, но я также даю себе отчет в том, что я могу его очень сильно ей испортить, если я не буду собран, не буду сконцентрирован. Поэтому, заходя на этот элемент, эмоции надо оставлять уже на потом. Я стараюсь выполнять свою работу, потому что знаю, что Саша по максимуму старается выполнять свою. Мне кажется, что многие зрители думают, что весь выброс от начала до конца выполняет партнерша, и что вот партнер, по сути, не тратит на это силы. Но от мальчиков-парников я слышу абсолютно противоположные вещи. Насколько, Дим, у тебя много сил уходит именно на четверной выброс? Ну, поскольку этот выброс все-таки он идет с дуги, он идет таким накатом, то есть присутствует определенная инерция. И опять-таки я повторюсь, я все-таки считаю, что выброс — это в основном элемент партнерши. Партнерша должна в него идти, не должна бояться, она должна выполнять свою работу, тем более, что выехать за нее никто его не может. Я могу ей действительно помешать только на этом выбросе, поэтому моя задача — проконтролировать сам накат и выпустить ее уже в свободный полет, независимо от меня, с максимально правильным вкручиванием, с максимально правильной дуги, так, чтобы ей было легко его исполнять. Ну, а в общем-то, когда мы попадаем в темп, у Димы особо не тратит силы на этот элемент, потому что когда он в темп идет, это и мне тоже легко дается. Жень, в парном катании просто очень важен тайминг, очень важен темп. Если два тела, два организма работают как один, то это и самим спортсменам удобно, легко и приятно, и радует глаз и зрителю, и судьям, потому что это действительно становится неким таким симбиозом двух людей на льду. И, конечно же, за выброс тебе большое спасибо, что я это увидел своими глазами. Ну, расскажите еще про произвольную программу. Дальше нерва не добавила, когда уже нужно было еще идти на подкрут, на еще один выброс, на тройной тулуп. Или, наоборот, одухотворились, забыли про стартовую ошибку, и уже как по маслу ваша программа складывалась дальше? Ну, я могу в целом сказать, что, да, действительно была допущена такая достаточно неприятная ошибка в начале проката, но уже после четверного выброса мы, кажется, как будто встали на абсолютно другие рельсы и спокойно исполняли элемент за элементом, элемент за элементом. Я, в принципе, могу сказать, что если начинать смотреть прокат со второго элемента, это был очень сильный, классный и по-настоящему вдохновляющий прокат. Во всяком случае, для нас таковым он и был.
Так что, если захотите пересмотреть произвольную программу Саши Байковой и Димы Козловского, перемотайте первый элемент и дальше получайте просто неизгладимое впечатление и огромное удовольствие. Что Станислав Александрович вам сказал после проката? Я слышал, что вроде бы как он сказал, что выбросом вы уравняли оценку после Сальхова, что-то в этом роде рассказывай. Я сам уже запутался, потому что такого ты там накрутила. Да, Станислав Александрович сказал, что ты как бы выбросом попыталась закрыть глаза судьям на свой кастет. Я говорю, ну да, видимо. И меня поругали, что я пошла в третий аксель. Тут соглашусь, это была какая-то нелепость вообще. В принципе, первый элемент это была какая-то нелепость. Вот, надо все-таки как-то больше задумываться над тем, что ты творишь в моменте. Над тем, сколько же все-таки оборотов в двойном акселе. Это точно. У вас очень классная произвольная программа в этом году, поставленная Максимом Старицким и Албеной Денковой. Расскажите, вы продолжаете работать с этими специалистами, как-то дорабатывать эту программу, оттачивать движение, потому что действительно очень стильная постановка. Да, мы продолжаем работать. Албен и Максим периодически к нам приходят. После мемориала Панина мы дважды уже занимались с ними и потихоньку там добавляем какие-то руки, немножко меняем переходы. Вот, в принципе, этим и занимаемся, потому что за музыку меня похвалили, я хорошо нарезала музыку. Также у вас очень интересный параллельный прыжок. Вы прыгаете тулуп не рядом друг с другом, а друг напротив друга. Я такого очень давно не видела, если не сказать, что я вообще этого не видела. Как пришла идея выполнения именно такого элемента, именно в этом виде? Потому что у меня сразу же даже на открытых прокатах, я вот к вам подходила, первый мой вопрос, а что, так можно было? Это что, действительно правилами разрешено? Почему так никто не делает? Это же так красиво. Ну, это абсолютно идея Станислава Морозова. Более того, я приоткрою небольшой секрет, что изначально данный вариант исполнения тулупа был предложен его на данный момент лучшей паре Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Но я полагаю, что когда уже Татьяна с Максимом выходили на олимпийский виток уже в самый такой пиковый свой момент, то время было не до экспериментов. Поэтому, насколько я знаю, Максим или Татьяна, я не знаю, кто-то отказался. Да, мы отказались, потому что у нас был очень плюсовой, мы очень близко прыгали прыжки друг к другу. Да. И терять, мы не знали, как это будет рассмотрено судьями, потому что все равно он такой немножко далековато друг от друга. А у нас, классный тулуп, параллельный, близкий был всегда. Поэтому мы не стали рисковать, тут было не до риска, да. И я помню, как мы разговаривали и рассматривали этот вариант. И я изначально пошел по стопам Максима, я сразу пошел в отказ, я начал говорить, что мне кажется, что это какая-то глупость, и так делать его не надо. Но потом, когда мы начали его исполнять, я смотрю на видео, что это смотрится красиво. Потом и Терри Георгиевна подтвердила, что это действительно интересный очень вариант исполнения параллельного тулупа. Тем более такой сезон, самое время для экспериментов. Поэтому вот примерно так к этому элементу мы и подошли. У вас следующий турнир — это чемпионат России. Пока что у вас просто победная поступь в этом сезоне. Над чем будете работать, над чем сконцентрируетесь, как будете двигаться к чемпионату России? И вообще, важна ли вам вот эта победа здесь? Придает ли она уверенности? Потому что, обыграли пару, которая 8 турниров кряду не проигрывала. Ну, в первую очередь мы отдохнем, потому что у нас достаточно большой перерыв, залечим все свои болячки и потом снова в бой. Думаю, также продолжим работать над программами, что-то менять, что-то добавлять. Если говорить про победу именно здесь, для меня было важно в первую очередь сделать выброс, а там как пойдет. Пошло неплохо, и тренер у вас, как оказалось, очень везучий и фартовый. Кстати, открою секрет, Станислав Александрович на соревнованиях стоял в пальто, в котором 10 лет назад выводил на Олимпийские игры пару Волосожар Траньков. Поэтому фартовое пальто работает. У нас еще у одного тренера есть фартовое пальто. Ну что, Жень, будем отпускать, готовиться к награждениям, ребята? Я хотела или у тебя спросить, есть еще что вопросы? еще вы у Максима Транькова хотите забрать, чтобы дальше все было хорошо? Я все отдам, если им это поможет выигрывать и кататься чисто. Готов отдать даже медаль олимпийскую на время, чтобы они ее гладили перед турниром. Под костюм подшить. И их медали только были золотого цвета.
Легко принесу, если найду, правда, не знаю, где она лежит. Ну что ж, не будем долго вас задерживать, вам уже нужно готовиться к награждениям. Все уже на льду практически готово к этой части, самой приятной части соревнований. Ну а мы с Женей, наверное, останемся еще, поговорим о выступлении спортивных пар. Еще раз поздравляем. Хором вас даже поздравляем с Женей. Отпускаем вас награждаться. Молодцы. Жень. Да. Что случилось с Анастасией Мишиной и Александрой Галямовым? Как ты думаешь? Мне кажется, это вот как раз злополучный недостаток предсезонной подготовки. Так повлиял на этот прокат ребят. Есть вероятность. Все-таки это произвольная программа. Это уже совершенно другой объем. Это совершенно другая психологическая нагрузка, особенно после такой травмы серьезной. Но у меня лично сложилось впечатление, я не знаю, как на самом деле, но Саша выглядел достаточно болезненно. Либо он нервничал действительно настолько сильно, либо все-таки беспокоит травма, или же все-таки спортсмен заболел. Никто этого не знает, да и Саша тоже сам вряд ли скажет, потому что он боец. Но да, так он выглядел, конечно, достаточно взволнованно, и мне кажется, что это все-таки проблема со здоровьем. Потому что если посмотреть на все 3 поддержки, они были достаточно шаткие, одна из которых была сорвана. Падение с прыжкового элемента в парном катании, к сожалению, это, ну, в принципе, частая практика, когда параллельные прыжки срываются. Но вот если мы посмотрим сейчас в замедленном повторе, прям из-под него ноги начали уходить, а первую поддержку такую шаткую он все-таки дотянул, хотя там тоже было очень-очень близко к срыву. Да, действительно, и для меня очень большое такое удивление и шок, что в 2 программах Анастасия Мишина ошибается на прыжковых элементах, потому что это партнерша, которая вообще ничего не срывает. Самая, наверное, Настя, да, надежная самая партнерша, наверное, современности в мире. И тут и в короткой программе ошибка, и в произвольной программе ошибка, сорванная поддержка. Но все-таки пара не выходила соревноваться достаточно долгое время, и они даже и в шоу не катались. Все равно вот этот вот опыт, он теряется не только у партнера, который с травмой лежал очень долго, но и у партнерши. Это же все-таки тоже психологически очень давит. Возможно, где-то переживания за здоровье партнера тоже. Да, действительно, хочется пожелать ребятам вернуться на свой прежний уровень, потому что, конечно, такое катание совсем не подходит этой паре, которая столько выигрывала, столько имеет наград. Через 2 недели у них уже опять гран-при уже в Омске, посмотрим на их прогресс там. Ну а сейчас мы, наверное, переключаемся уже на церемонию награждения. Мы с Евгенией Медведевой прощаемся с вами, увидимся уже в Москве на этапе. Пожалуйста, приходите, наполняйте ледовую арену. Без вас, без зрителей соревнования не соревнования. Мы вас очень ждем. Ну а те, кто не смогут прийти физически, смотрите трансляции Первого канала. Всегда самое качественное фигурное катание можно посмотреть именно там. Уважаемые зрители и любители фигурного катания, в течение 2 дней мы были свидетелями интересной спортивной борьбы за звание победителя 3-го этапа Гран-при России «Идель 2025». И мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителя среди женщин. Первое место и звание победителя завоевала Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан.
Серебряным призером становится Дарья Садкова, Москва. Бронзовую медаль завоевала Анна Фролова, Санкт-Петербург. Медали призерам и победителю вручает министр спорта Республики Татарстан Владимир Александрович Леонов. Цветы призерам и победителю дарит старший судья по виду Елена Левковец. Аплодисменты нашим победителям и призеру. Девушкам предоставляется право совершить круг почета. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителя среди мужчин.
Первое место и звание победителя завоевал Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Серебряным призером становится Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Бронзовую медаль завоевал Глеб Лутфулин, Санкт-Петербург. Медали призерам и победителю вручает президент Федерации фигурного катания на коньках Республики Татарстан Лерон Наилевич Латыпов. Цветы призерам и победителю дарит старший судья по виду Юлия Соловьева. И еще раз аплодисменты нашим призерам и победителю. Призерам и победителю предоставляется право совершить круг почета. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителей среди спортивных пар.
Первое место и звание победителей всероссийских соревнований Гран-при России ИДЕЛЬ-2025 завоевали Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Серебряные медали завоевали Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Willie. Well, I'm evil. So don't you mess around. Бронзовыми призерами становятся Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Медали призерам и победителям вручает член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер России Ольга Ивановна Павлова. Цветы призерам и победителям дарит главный судья соревнований Галина Голубкова. Уважаемые дамы и господа, в честь всех победителей и призеров соревнований звучит гимн Российской Федерации.
На этом всероссийские соревнования Гран-при России, третий этап, Эдель 2025 подошли к концу. Фото на память пар. Парам предоставляется право сделать круг почета. Давайте еще раз подарим аплодисменты всем призерам-победителям. Пожелаем счастья, здоровья и спортивных побед. Ну а мы прощаемся с вами. Большое спасибо, Казань, за теплый прием. До новых встреч!